Космические путешественники. Хотите попасть в настоящую сказку? Например, туда, где некая троица, как в известной истории о 3 медведях, черпает небесными ложками пищу. Такого зрелища, наверное, больше не увидишь во Вселенной. Но от логова этой компании лучше держаться подальше. Вместо медведей в космической сказке выступают сверхмассивные черные дыры. Они сбились вместе в одной галактике и дружно поглощают всю материю вокруг. По словам астрономов, сразу 3 огромных монстра в галактике – аномальная ситуация. Возможно, она сложилась из-за слияния галактик или по каким-то другим причинам. В небе вообще много всего такого, что нельзя втолкнуть в известные нам рамки. И сегодня мы познакомимся с аномалиями, от которых просто захватывает дух. Зеленые привидения, туманная поляна с ягодным ароматом, небесный Бермудский треугольник. Добро пожаловать в мир невероятных космических загадок. Мы, конечно, будем далеко не первыми, кто этим интересуется. Люди давно пытаются разгадать небесные тайны. Наверное, с тех самых пор, как впервые задали себе вопрос, что представляет собой пространство у них над головой. Считается, что первым к нам приблизил небо Галилео Галилей, увидев его в свой телескоп более 400 лет назад. Он подтвердил гелиоцентрическую модель Коперника и сделал еще немало открытий. Ученый также наблюдал пятна на поверхности Солнца, интерпретируя их как вмятины от вращения светила. С тех пор космическая наука прошла долгий путь, и мы многое узнали о Вселенной. Особенно больших успехов человечество достигло за последние столетия, благодаря научному и техническому прогрессу. Однако не все в пространстве укладывается в известные нормы. Порой планеты и звезды ведут себя непредсказуемо и не выполняют законы. Мы называем это космическими аномалиями, некими неправильностями, отклонениями от нормы, общей закономерности. Возьмем хотя бы Меркурий. Аномальное смещение орбиты, вернее его перигелия, ближайшей точки до Солнца, обнаружено еще в 1859 году. Перигелий Меркурия немного перемещается со скоростью 5600 угловых секунд в столетие. Сдвиг происходит в том же направлении, в котором планета вращается вокруг Солнца. Эта особенность движения планеты противоречила ньютоновскому закону всемирного тяготения. Французский астроном Леверье предположил, что во всем виновата некая планета внутри орбиты Меркурия. Ей даже дали название – вулкан. Его путь, предположительно, пролегал чрезвычайно близко к Солнцу. В связи с этим лучшим способом обнаружить вулкан ученые сочли наблюдение во время солнечного затмения или прохождения гипотетической планеты между Землей и Солнцем. В последнем случае вулкан был бы виден как темное пятно, пересекающее солнечный диск. Однако исследования версию не подтвердили. Среди возможных причин смещения перигелия Меркурия также называли сжатие Солнца у полюсов, но наблюдения не показали у звезды изменений, достаточных для объяснения эффекта. Поиски увенчались успехом лишь в 1915 году, когда Альберт Эйнштейн разработал общую теорию относительности. Ее уравнения дали именно такое смещение орбиты Меркурия, которое наблюдается в действительности. Позже были измерены аналогичные смещения орбит нескольких других небесных тел. Результат также совпал с общей теорией относительности. Иными словами, в случае с Меркурием все удалось выяснить, а вот другие аномалии продолжают сводить ученых с ума. Проблемы могут быть теоретическими или экспериментальными. Первые возникают из-за неспособности современных теорий объяснить наблюдаемые явления. Экспериментальные появляются, если невозможно проверить или исследовать предложенную теорию. Ученые также связывают аномалии с уникальными событиями или явлениями, которые не повторялись по неясным причинам. К ним, в частности, относятся быстрые радиовсплески, большинство которых происходит только один раз. Тем не менее, космическая наука движется вперед, и то, что раньше считалось отклонением, становится нормой. Так, в последнее время астрономы сделали беспрецедентно детальную карту Млечного Пути, о котором раньше почти ничего не знали. Они нашли воду на Луне, услышали гул гравитационных волн.
К этому можно добавить еще множество разных достижений. Но в небе все равно многое происходит не так, как положено, и что наука может объяснить. Далеко ходить за примером не придется. Мы столкнемся с одной из самых непонятных аномалий, как только выйдем в космос. Очевидец, бывший астронавт НАСА Терри Виртс, подробно все описал. Вот вкратце эта история. По словам астронавта, еще до полета он слышал от коллег о ярких вспышках света на орбите в зоне высокой радиации. В 2010 году, в пятую ночь во время своего первого полета на МКС, Виртс столкнулся с аномалией сам. Только астронавт закрыл глаза, и вдруг бах! Невероятная вспышка света ослепила его даже сквозь веки, но никаких звуков не последовало. Это было необычно, непонятно и вызывало тревогу, хотя ученые уже знают, что произошло с астронавтом. Мощный бесшумный световой удар, свидетелем которого стал Виртс, это южноатлантическая аномалия, или ЮАА. И чувство тревоги возникло у астронавта не напрасно. Аномалия действительно опасна. В зоне ее действия компьютеры полностью выходят из строя, а люди получают высокую дозу радиации. Это отклонение также называют космическим Бермудским треугольником. Если в земном периодически исчезают корабли, то в орбитальном однажды могут навечно пропасть космические суда. Во время пилотируемых полетов астронавты полностью зависят от работы компьютеров. Если южноатлантическая аномалия выведет технику из строя, корабль с большей долей вероятности собьется с курса и потеряется в бесконечном пространстве. Но что не так с областью неба, где действует ЮАА и как она возникла? Чтобы это понять, сначала нужно разобраться с природой радиационных поясов Ван Аллена. Так называют два слоя высокоэнергетичных заряженных частиц, которые удерживают вокруг Земли ее магнитное поле. Этими поясами мы обязаны Солнцу. Наша звезда, как известно, излучает радиацию, посылая в космос огромное количество заряженных частиц. Когда они приближаются к Земле, то попадают в зону магнитного поля планеты и образуют радиационные пояса вокруг нее. К поясам Ван Аллена можно относиться двояко. С одной стороны, они защищают Землю от высоко заряженных электронных частиц, которые выбрасывает с поверхности Солнца. Но с другой стороны, пояса Ван Аллена деформируют наш щит. Поскольку Земля немного сплющена на полюсах, ее магнитные поля тоже несколько отклоняются от географических полюсов, а вместе с ними и пояса Ван Аллена. Из-за наклона магнитной оси действие поля более сильное на севере. В результате пространство над Южной Атлантикой и Бразилией попадает непосредственно в радиационный пояс Ван Аллена. Для Земли это явление не представляет опасности, но, как мы отмечали, оно иногда вызывает сбой в электронике космических аппаратов. Компьютеры в такой момент буквально мгновение не действуют. Когда спутники и МКС попадают в эту зону, важно, чтобы как можно быстрее ее покинуть, иначе аппаратура может быть повреждена. К примеру, во время прохождения через аномальную область космический телескоп Хаббл прекращает передачу данных, чтобы снизить нагрузку на свои приборы. Еще хуже, что человек может получить в это время изрядную дозу радиации. Можно ли как-то защититься от этого пагубного воздействия аномалии? Как объясняет Терри Виртс, космонавты на МКС используют специальную водяную стену. Ее сооружают из 50-литровых резервуаров с водой вокруг спального места. И, конечно, за уровнем радиации на борту внимательно следят приборы на протяжении всей космической миссии. МКС обустроена электронными детекторами, которые реагируют на вспышки радиации и отсылают данные об этом на Землю. Там их анализируют и передают информацию, как избежать негативных последствий. Несмотря на то, что ученые до сих пор до конца не понимают эту аномалию, новые научные идеи постепенно проливают на нее свет. К примеру, исследование под руководством гелиофизика НАСА Эшли Грилли показало, что эта вмятина в магнитном поле медленно дрейфует в северо-западном направлении, причем ЮАА еще и увеличивается, а также постепенно делится надвое. Возможно, аномалию разрезает на части какой-то неизвестный процесс либо космическая катастрофа.
Или просто ЮАА слишком древняя и ей пришла пора размножиться делением. Одно из исследований показало, что это явление могло возникнуть еще 11 миллионов лет назад. Есть и хорошие новости. Ученые уверены, что южноатлантическая аномалия не является предвестником какой-то катастрофы. Например, она, скорее всего, не приведет к перевороту магнитного поля Земли. Дальше от Земли можно столкнуться с другим неожиданным происшествием. Какая-то невидимая космическая рука способна вдруг подтолкнуть наш корабль. Тогда мы полетим по небу быстрее, чем предполагали. Подобное событие случилось в 1989 году с космическим аппаратом «Галилео», который отправился вглубь Солнечной системы для исследования Юпитера. Чтобы набрать необходимую скорость, Галилео один раз пролетел рядом с Венерой и 2 близко к Земле. Гравитационное воздействие планет, как и ожидалось, разогнало аппарат, но скорость оказалась сильнее расчетной. Правда, разница была не очень велика, ее вполне могли вызвать ошибка в программе или какой-то случайный сбой. Проверить это во время второго полета Галилео возле Земли астрономы так и не смогли. Орбита корабля оказалась на высоте всего 303 километра, и земная атмосфера размыла результаты наблюдений. Спустя несколько лет необычно резвым показался другой космический аппарат – НИА, который отправился изучать астероид Эрос. Еще через год лишнюю скорость набрал зонд «Розетта», летящая к комете 67Р Чурюмова-Герасименко. Странности в движении всех аппаратов замечены при выполнении гравитационных маневров рядом с Землей. Одна из теорий предполагает, что космические корабли разгоняет темная материя. Загадочная субстанция, ответственная за большую часть массы Вселенной, участвует в гравитационном взаимодействии, но игнорирует электромагнитное. Впрочем, в случае с аномальным ускорением кораблей требуется не только наличие темной материи, а еще и выполнение ряда сложных условий. Некоторые из них противоречат современным взглядам на природу темной материи. Космические аппараты «Пионер-10» и «Пионер-11», которые запускали в 1972 году, тоже сломали принятые стереотипы. Они продемонстрировали аномальную скорость, только в отличие от Галилео, речь идет о замедлении. Оба «Пионера» должны были изучить планеты-гиганты Юпитер и Сатурн, а затем отправиться за пределы Солнечной системы в далекий космос. Когда аппараты достигли Урана, астрономы зафиксировали что-то непонятное. Радиосигналы зондов начали смещаться в коротковолновую область спектра. Подобный эффект называется фиолетовым смещением. Его наблюдают относительно редко, в отличие от противоположного эффекта красного смещения. В случае с «Пионерами» фиолетовое смещение означает, что они начали замедляться. Какая-то сила, похоже, тянула их назад. Торможение могло происходить за счет трения о космическую пыль и газ или гравитационного воздействия объектов из пояса Койпера. Также астрономы не исключали ошибки в расчетах и даже утечку топлива из баков аппаратов. Однако все это при проверке не подтвердилось, так что снижение скорости «Пионеров» до сих пор остается загадкой. Некоторые более масштабные объекты недалеко от Земли тоже движутся как-то не по правилам. По мнению ряда исследователей, Луна слишком торопится изменить путь вокруг нашей планеты. Если говорить подробнее, то спутник вращается вокруг Земли по эллиптической орбите. Степень вытянутости этого эллипса характеризуется параметром, получившим название эксцентриситет. Из-за гравитационного притяжения между Землей и Луной эксцентриситет лунной орбиты постепенно увеличивается. Расхождение перигея и апогея, самой ближней и самой дальней точек лунной орбиты по отношению к Земле, составляет около 3,5 мм в год. Луна удаляется от нас чуть быстрее, чем показывают теоретические расчеты. Приемлемых гипотез, которые объясняли бы это отклонение, наука пока не предложила. Также трудно объяснить постепенное увеличение длины астрономической единицы. Это, как мы знаем, один из способов определения космических расстояний. Астрономическая единица соответствует средней длине между центрами масс Земли и Солнца. Она составляет 149 миллионов 597 тысяч 870 километров.
Современные методы позволили установить это значение с точностью до 3 метров. В новом исследовании ученые проанализировали данные измерения астрономической единицы и сделали шокирующий вывод. Оказалось, что ежегодно она увеличивается приблизительно на 15 сантиметров. Но почему так происходит? Аномалию можно было бы объяснить увеличением массы Солнца. Однако это противоречит всем нашим знаниям о звездах. С течением времени светила могут только терять массу, выжигая свое водородное топливо. Значит, чтобы немного поправиться, каждый год Солнце должно поглощать материю, эквивалентную массе Луны, или 40 тысячам средних комет. Трудно представить, чтобы астрономы пропустили столь обильную звездную трапезу прямо у себя под носом. Если выйти из Солнечной системы и посмотреть вглубь космоса, то там еще больше загадок. Планеты, галактики, звезды. Многие из них не хотят вести себя по правилам. Среди космического населения нам наиболее интересны экзопланеты. Каждая из них в будущем может стать вторым домом человечества или даже позволит нам однажды познакомиться с инопланетянами. Астрономы открыли уже более 5500 экзопланет, и многие из них ведут себя очень необычно. Давайте сначала познакомимся с целым семейством таких объектов. Их можно называть по-настоящему горячими штучками. Но что с ними не так? Сейчас узнаем, отправившись сразу к 400 мирам. Ну или хотя бы к некоторым из них. Все это горячие Юпитеры, огромные планеты, подобные газовому гиганту Солнечной системы. Они безумно раскалены, потому что вращаются буквально в обнимку со своими звездами и не сгорают дотла. Астрономы ломают головы над тем, как выживают гиганты в таких условиях. Они выдвинули 3 гипотезы. Защитным барьером для планеты может служить магнитное поле родительской звезды, или красной чертой для горячего Юпитера является ее пылевой диск. Между внутренним краем такого диска и звездой образуется щель, нейтрализирующая ее притяжение. А может, сближение со светилом прекращается, когда орбита горячего Юпитера из вытянутой становится круговой. Пока ученые ищут доказательства своих теорий, горячие Юпитеры неплохо так загорают поблизости от звезд и продолжают преподносить исследователям сюрпризы. Возьмем, к примеру, ВАСП-121b в созвездии Карма на расстоянии 850 световых лет от Земли. По радиусу гигант в 1,74 раза больше Юпитера, а по массе в 1,157 раза. Планета подобралась так близко к звезде, что облетает вокруг нее всего за 30 часов, то есть в 68 раз быстрее, чем Меркурий огибает Солнце. Новый год обитатели фантастической планеты могли бы праздновать буквально через день и каждый день преподносить друг другу дорогие подарки. Ведь на горячем Юпитере, вероятно, льют драгоценные дожди. Частицы расплавленного железа, магния, хрома, ванадия, алюминия и титана создают на более прохладном, отвернутом от звезды полушарии облака. В них алюминий конденсируется с кислородом. С примесями хрома, железа, титана либо ванадия его капли образуют рубины или сапфиры. Затем, возможно, они выпадают в виде дождя. Только никто этими сокровищами воспользоваться не сможет. Из-за близости к звезде ВАСП-121b разогрета до 2000 градусов Цельсия, потому существование белковой жизни там исключено. Глизе-436b созвездие Льва в 33 световых годах от нас тоже горящий мир. Но совсем в другом смысле. Подлетев к нему, мы прежде всего убедимся, что это экзопланета размером с Нептун, массой 22,2 и радиусом 4,327 земных. Она отличается уникальной, почти полярной орбитой с наклоном 85 градусов к экватору своей звезды. Но что за огонь на ней горит? Это совершенно уникальная история. Глизе-436b поджигают не извержение вулканов, молнии либо жар близкого Солнца. Астрономы полагают, что поверхность аномальной экзопланеты покрыта горящим льдом в экзотической форме. Высокое давление в том мире заставляет лед оставаться твердым.
Но экстремальная температура поверхности в 300 градусов Цельсия перегревает воду, заставляя ее выделяться в виде пара. Астрономы не знают, какая сила сделала тот мир таким странным, но кое-что о нем уже известно. Gliese 436b имеет атмосферу, состоящую преимущественно из гелия, и она поразительно красива. Наблюдения за Gliese 436b с помощью космического телескопа Хаббл в ультрафиолетовом диапазоне позволили заметить огромный хвост из водорода. Шлейф экзопланеты достигает 50 диаметров родительской звезды. Сами же звезды, конечно, намного горячее и ярче своих планет. Они очень разнообразны по размеру, температуре, цвету и другим характеристикам. Но в целом подчиняются общим космическим правилам, хотя некоторые светила любят проявить свою оригинальность и как следует поярчить. И дело здесь не только в высокой светимости или температуре поверхности. Есть, например, звезды, которые вечно куда-то торопятся и развивают в небе аномальную скорость. Самым быстрым марафонцем считается S5 HVS-1. Голубая звезда из созвездия Журавля летит по небу со скоростью 1755 км в секунду. Этот спринтер наверняка оставит соперников далеко позади. Какая сила так гонит его вперед? Возможно, эта гиперскоростная звезда, как и некоторые другие, попала к нам из Большого Магелланова облака. Млечный Путь, который намного больше своей гравитацией вырвал некоторые светила с насиженного места, разогнав их до безумной скорости. Впрочем, это не единственное объяснение аномальных звездных скоростей. Есть и множество других версий, но ни одна пока не получила неоспоримых доказательств. А вот у J05240336 что-то не так с составом. Уж слишком много лития она прихватила из космоса. Это наверняка порадовало бы тех, кто нуждается в ценных металлах. Однако астрономам добавило головной боли. Аномально высокое содержание лития в составе J05240336 не соответствует обычным моделям звездной эволюции. Светила с течением времени производят тяжелые вещества, например, углерод и кислород. Зато они теряют легкие элементы, в том числе литий, который в 2 раза легче воды. А в J05240336 этого элемента оказалось в 100 тысяч раз больше, чем внутри Солнца на его нынешнем этапе развития. Возможно, все дело в том, что звезда находится в неизвестной ранее стадии эволюции. Ну или получила литий в результате взаимодействия с другим небесным телом, например, просто проглотив какую-то маленькую звезду. Возможен ли такой жестокий звездный каннибализм? Ученые говорят, что вполне. Достаточно посмотреть на красного сверхгиганта HV2112 из созвездия Тукана. В его составе зашкаливает содержание сразу 3 элементов – рубидия, лития и молибдена. Высокая температура красных сверхгигантов позволяет им удерживать каждый из этих элементов. Но, как правило, не все 3 одновременно и не в таком количестве. Впрочем, главная загадка звезды даже не в этом. Она скрывает внутри себя нечто вообще за рамками мыслимого. Как вы думаете, что это? Залежи драгоценностей? Экзотическое вещество? Нет, все еще удивительнее. HV2112 можно назвать матрешкой или странным твиксом. И вы, наверное, догадались, что внутри огромного Солнца скрывается еще одно, поменьше. Это нейтронная звезда, которая как следует замурована в ядре основного светила. Ученые полагают, что когда-то в том месте была двойная звездная система, состоящая из красного гиганта и нейтронной звезды. Затем последняя была поглощена своим более крупным компаньоном. Яркий случай космического каннибализма. Объект, который образовался в результате жестокой катастрофы, получил название Ландау-Торна-Жидку. Это большая редкость, поскольку астрономы пока обнаружили не более 5 кандидатов в звезды-матрешки. В будущем их число вряд ли сильно увеличится. Причин этому несколько, и вот 2 основные.
Во-первых, объекты Ландау-Торна-Жидку могут образовываться только в массивной тесной двойной системе, а во-вторых, они являются лишь стадией эволюции таких систем, которая длится недолго. Светило на данном этапе развития может находиться всего около 1000 лет. В дальнейшем оно взорвется сверхновой и образует либо пульсар, либо обычную нейтронную звезду. Так что век HV 2112, по мнению ученых, тоже продлится недолго. А сколько могут протянуть галактики, начисто лишенные скелета? Такие немыслимые аномалии действительно существуют в космосе. Посмотрите на снимок NGC 1052-DF2 из созвездия Кита, расположенный в 62 миллионах световых лет от Земли. Вы вряд ли заметите там что-то особенное. Ну разве что фото не сияет множеством звезд. У NGC 1052-DF2 действительно в сотни или даже 1000 раз меньше светил, чем в сопоставимом по размеру Млечном Пути. Но в небе немало тусклых объектов. Фишка странной галактики другая. В ней совсем нет темной материи, как у ее соседки NGC 1052-DF4. Астрономы в недоумении, ведь темная материя, с которой мы уже сталкивались в этом путешествии, составляет аж 95% всей массы Вселенной. Правда, мы ее не видим. Однако у этого невидимого вещества есть масса, так что темная материя все же гравитационно взаимодействует с барионной. И она есть везде. Через несколько секунд после большого взрыва темная материя разлилась по всему пространству. Образовалась как бы паутина, которая своей гравитацией ловила частицы сформировавшегося позже видимого вещества. Из его скопления появлялись звезды, планеты, галактики, которые скрепляет темная материя. Примерно так скелет соединяет части тела человека. Это демонстрирует карта распределения темной материи на большом участке южного неба. Ее составляли астрономы обсерватории в Чили на основе анализа изображений 226 миллионов галактик. На карте темная материя обозначена фиолетовым цветом. Но почему тогда в галактиках из созвездия Кита ее совсем нет? Как этой паре удается выжить без космического каркаса, не развалившись на куски? На этот счет ученые пока строят лишь предположения. Например, что соседние, более крупные галактики выкачали газ из DF2 и DF4. Теперь они разрывают на части своих маленьких соседок. А в последнем исследовании космологи предположили, что около 8 миллиардов лет назад две карликовые галактики столкнулись друг с другом. Катастрофа привела к тому, что газ в них разделился и образовал множество новых карликовых структур. При этом двум новичкам не хватило темной материи, теперь им приходится выживать как-то без скелета. Есть еще один тип странных галактик, которые совсем не светят, и притом с темной материей у них все в порядке. Это, например, J0613+52, расположенная на расстоянии около 270 миллионов световых лет от Земли. В ней, кажется, нет ни одной звезды, или, по крайней мере, отсутствуют видимые светила. По словам астрономов, они наблюдают лишь загадочное пространство блуждающего в космической пустоте межзвездного газа. Какая сила нажала на космический рубильник? Она напрочь отключила огромные пространства, где должны гореть мириады светил. Изучив эту аномалию, ученые из университета Токио выяснили, в чем тут дело. По их версии, в темных галактиках не образуются звезды. Во всех случаях наблюдался примерно одинаковый процесс. Газ вращается вокруг центра галактики неравномерно, а хаотично. И виновны в этом сверхмассивные черные дыры в центрах галактик. Они выбрасывают мощные конические пучки газа, которые называют красными гейзерами. С помощью этих потоков черные дыры убивают галактики. Выбросы разогревают газ, делая его слишком горячим для конденсации. Таким образом, струи сверхгорячей плазмы, которые порождают монстры, останавливают образование в галактиках звезд. Исследователи также установили, что эти потоки, черные дыры, могут выбрасывать даже в голодном состоянии. Ну, если сидят на космической диете и не глотают на обед большие массы пыли и газа. А вот механизмы образования красных гейзеров пока не ясны.
Есть галактики, у которых со звездами и темной материей все в норме. Они гигантские, яркие, и каждая из них действует в соответствии с космическими законами. Но вот когда они собираются вместе, то превращаются в аномальные объекты. По крайней мере, так происходит в сверхгалактической плоскости. Мы увидим там преимущественно один тип галактик – эллиптических. И ученые давно ищут ответ, почему эллипсы практически не пускают в свою компанию чужаков. Последние исследования указывают на то, что загадка аномалии может быть наконец решена. Чтобы лучше все понять, давайте вспомним о месте жительства Млечного Пути. Наш галактический дом облюбовал себе участок в обширном массиве, известном как местное сверхскопление. Оно имеет форму блина, почти в миллиард световых лет в ширину, и называется сверхгалактической плоскостью. Эта колоссальная структура охватывает массивные скопления и отдельные галактики. Все они в основном эллиптические. Таких галактик в небе вообще большинство. Но в сверхгалактической плоскости число эллипсов просто зашкаливает. Большинство галактик во Вселенной попадают в одну из двух категорий. Первая – эллиптические галактики, состоящие в основном из старых звезд. В центре этих небесных динозавров находится логово чрезвычайно массивных черных дыр. Вторая категория – спиральные галактики в форме дисков. Они меньше эллипсов, относительно молоды и активны. Спирали, к которым относится наш Млечный Путь, как заведенные рождают звезды. В центре их тоже есть сверхмассивная черная дыра, но поменьше, чем у эллипсов. Оба типа галактик встречаются в местном сверхскоплении. В то же время в сверхгалактической плоскости яркие диски практически отсутствуют. Эта своеобразная сегрегация известна с 1960-х годов и актуальна до сих пор. Она занимает одно из первых мест в недавнем списке космических аномалий, составленном известным космологом и лауреатом Нобелевской премии Джимом Пиблзом. Более полувека не удается выяснить причину перекоса в распределении типов галактик в сверхгалактической плоскости. Правда, в 2024 году международная группа астрофизиков из Хельсинского университета нашла этому достаточно обоснованное объяснение. По выводам ученых, дисбаланс эллиптических и дисковых галактик возник естественным образом. Причиной служит различие в средах внутри и снаружи сверхгалактической плоскости. Вот как ученые видят этот процесс. В плотных скоплениях, которые находятся в той области, галактики часто взаимодействуют и сливаются. Это приводит к образованию огромных эллипсов и росту внутри них сверхмассивных черных дыр. Напротив, вдали от плоскости, галактики развиваются в относительной изоляции, что помогает им сохранить свою спиральную структуру. В своих выводах ученые опирались на симуляцию Сибелиус, запущенную на суперкомпьютерах в Англии и Финляндии. Она отслеживает эволюцию Вселенной на протяжении 13,8 миллиардов лет, от раннего периода до настоящего времени. В симуляции рассматривались случайные участки Вселенной, которые не видны с помощью прямых наблюдений. Сибелиус же направлена на точное воспроизведение нужных структур, включая местное сверхскопление. Если эти аномалии заменить трудно, то другие как бы рекламируют сами себя. Например, создают в небе странные сияющие узоры. Так, очень большой телескоп сфотографировал космический цветок, который распустился на огромном расстоянии от Солнечной системы. Какая сила разбила свою клумбу в пространстве? Ученые считают, что тут приложила руку одна из фундаментальных составляющих Вселенной – пространство-время. Оно представляет собой очень гибкую структуру. Убедиться в этом нам поможет наглядный эксперимент, который легко провести. Для этого натянем простыню, а в ее центр поместим любой тяжелый предмет, например, гирю. Под ее весом ткань прогнется, но если до начала опыта сегментарно разлиновать простыню и подсветить ее, то, убрав гирю, мы увидим искажение линий. То же самое происходит и со Вселенной, в которой массивные объекты изменяют преломление света и сбивают его с пути. Эти искажения астрономы улавливают с помощью гравитационного линзирования. Метод действует как стеклянная линза, подставленная перед горячей свечой.
Мы увидим, как линза визуально увеличивает пламя. В масштабах космоса этот объект позволяет астрономам лучше рассмотреть самые удаленные уголки Вселенной. Исследователи используют огромную галактику с большой массой как линзу для наблюдения за более далекой галактикой за счет искривления пространства-времени. Это явление пускает свет объекта по более изогнутому пути и увеличивает его проекцию. Эффект может проявиться очень странно, как бы разделив свет на 4 ярких пятна вокруг галактики линзы. Светящиеся участки расположены таким образом, что напоминают цветок или крест. Это очень редкое явление астрономы назвали крестом Эйнштейна. Именно знаменитый физик впервые смог предсказать существование и саму природу гравитационного линзирования. Первый крест обнаружили несколько лет назад с помощью прибора DESI, установленного на телескопе имени Николаса Мэйо-Лавша. Тогда в поле видимости телескопа попала сверхновая звезда. Она находится почти в 5 миллиардах световых лет от нас. В настоящее время таких феноменов уже известно несколько, и совсем недавно еще один крест Эйнштейна добавлен к этому списку. Новый космический цветок состоит из массивной галактики линзы на переднем плане, а вторая фоновая галактика представлена в виде 4 ярких пятен. Астрономы назвали эту систему DESI 253.2534 плюс 26.8843. Исследование помогло точно рассчитать ее свойства, и оказалось, что свет фоновой галактики был увеличен примерно в 10 раз. Если же в небе образуются круги и пузыри там, где их быть не должно, это тоже становится головоломкой для ученых. Астрономы с помощью радиотелескопов недавно обнаружили в космосе новую загадку – призрачные круги в небе. Их существование не может быть объяснено современным представлением об устройстве Вселенной. Аномальные объекты попались ученым во время просмотра новых радиоастрономических данных. Неожиданно они заметили на снимках очень странные формы, которые не вписывались ни в один из известных науке типов объектов. Среди данных исследователям попалась фотография призрачного круга радиоизлучения, висящего в небе в виде странного дымового кольца. Никто из астрономов никогда не видел такое раньше. Но это еще не все. Несколько дней спустя нашли второй, более непонятный объект, а затем еще несколько. Таинственные круглые пятна назвали ORC, что означает сокращение от английского словосочетания «нечетные радиокруги». И главный вопрос, который встал перед астрономами, что за объекты попали на снимки. Сначала ученые приняли их за артефакты и изображения, возможно, вызванные ошибкой программного обеспечения. Но дальнейшие исследования с использованием нескольких радиотелескопов подтвердили, что снимки реальны. Впрочем, природу странных дымовых колец они не прояснили. До сих пор неизвестно, насколько они большие или далекие. Это могут быть объекты в нашей галактике, и их размер всего несколько световых лет в поперечнике. Или они где-то очень далеко от нас во Вселенной и в поперечнике достигают миллионов световых лет. Что если на снимках запечатлены гигантские лепестки радиоизлучения, которые астрономы видят в радиогалактиках? Эти облака вызывают струи электронов, вырывающиеся из окрестностей сверхмассивной черной дыры. Но такой сценарий почти не имеет шансов оказаться реальным. ORC имеет отчетливо выраженную круглую форму, в отличие от запутанных облаков, которые исследователи видят в известных радиогалактиках. Может, призрачные кольца являются остатками сверхновой, такими себе облаками мусора после взрыва звезды в нашей галактике? Тоже не подходит. Таинственные структуры далеки от большинства звезд в Млечном Пути, и их слишком много. А вдруг это кольца радиоизлучения, которые иногда наблюдают в галактиках слишком быстро рождающих звезд? Ответ опять отрицательный. Ученые не видят в том регионе ни одной столь активной галактики. Могут ли это быть кольца Эйнштейна? Так называют отражение света с помощью гравитационного линзирования кольцеобразной формы. Кольца образуются подобно крестам Эйнштейна, с которыми мы уже познакомились во время путешествия. В них радиоволны далекой галактики изгибаются в круг под влиянием гравитационного поля скопления галактик.
Однако дымчатые круги — это не кольца Эйнштейна. ОРС слишком симметричны, и ученые не видят скопления в их центре. Что мы получили в результате? Загадочные облака в небе остались не похожими ни на один объект, известный астрономам. Как узнать их суть? Видимо, придется исследовать вещи, которые теоретически могут быть, но пока не наблюдались. В пример исследователи приводят мощные ударные волны от какого-то взрыва в далекой галактике. Такие катастрофы могут иметь какое-то отношение к быстрым радиовсплескам или столкновениям нейтронной звезды и черной дыры, которые генерируют гравитационные волны. Наконец, существует еще более экзотическая версия. ОРС в ней представлена горлом червоточины в пространстве времени, которое ведет в другое измерение. Пока астрономы ищут ответ, в их поле зрения попадают все новые призрачные кольца. В целом их количество теоретически оценивается примерно в 1000 или даже больше. Поиски недостающих облачных структур сейчас ведут телескопы по всему миру. Сложность в том, что ОРС очень слабые. Их чрезвычайно сложно заметить и изучить. Но рано или поздно астрономам с помощью продвинутых обсерваторий наверняка удастся проникнуть сквозь этот туман. Облака вообще многое скрывают в своей призрачной среде. Казалось бы, что может быть интересного среди простых скоплений газа и пыли? На самом деле эти объекты преподносят такие сюрпризы, что ставят астрономов в тупик. Аномальные облака могут не только озадачить, но даже испугать или развеселить. Как им удается напустить столько космического тумана? Давайте постараемся развеять их пелену. Астрофизики из Австралии обнаружили странные облака электронов, которые находятся чрезвычайно далеко, на расстоянии миллиарда световых лет от нас. Помог телескоп нового поколения ESCAP. Он исследует новую технологию чрезвычайно высокой скорости съемки и считается одним из лучших в мире инструментов для поиска радиоволн. Астрономы изумились, отыскав эти объекты. В небе как бы танцевала компания призраков. Ученые понятия не имели, что это такое. Однако через некоторое время кое-какие детали удалось прояснить. Оказалось, необычную структуру создали в небе разреженные облака, подсвеченные парой галактик. В центре каждой обосновалась сверхмассивная черная дыра, которая выбрасывает мощные струи электронов. Под действием межгалактического ветра эти потоки изгибаются и образуют гротескные структуры, похожие на потусторонние силы. Но тут перед учеными возникли новые вопросы. Неизвестно, откуда дует межгалактический ветер, почему он так запутывает струи электронов и какие силы вызывают потоки радиоизлучения. Специалистам необходимо провести еще множество наблюдений и создать различные компьютерные модели, чтобы получить ответ. Если кто-то побаивается призраков, то с малиной наверняка дружат все. Но при чем тут космос и эта сладкая ароматная ягода? В пространстве есть область, наполненная ее запахом. Это тоже облако, и с помощью спектрального анализа астрономы смогли выяснить, что там присутствует сложный эфир этилформиат. Он пахнет малиной с легкими нотками рома. Такой вот неземной коктейль. У нас, естественно, возникает вопрос, откуда в небе взялся малиновый ароматизатор? Понятно, что там не потеряли корзинки с ягодами братья по разуму. Химический этилформиат возникает, когда этанол и муравьиная кислота вступают в реакцию. То же самое химическое вещество придает малине ее неповторимый аромат. Как этот эфир образовался в облаке, пока не ясно. Зато точно известно, что резвиться в пылевых облаках со вкусом малины – плохая идея. Это только на Земле этилформиат разрешен для применения в пищевой промышленности. В облаках он присутствует в высокой концентрации, так что может быть опасен. Когда мы во время путешествия приблизимся к малиновому облаку, то вдыхать его аромат не стоит. В противном случае можно получить травмы глаз, кожи, слизистых оболочек, дыхательной и нервной систем. Так что малину лучше есть на Земле, а вот ее ароматом в космосе нам насладиться не удастся. Ну и с нотками коньяка тоже мимо. Зато в космосе можно отведать другой спиртной напиток. Это не шутка. Вблизи от созвездия Орла астрономы нашли гигантское облако спирта.
Диаметром оно в 1000 раз превышает Солнечную систему. По расчетам ученых, в облаке находится 400 квинтиллионов литров крепкого напитка. Чтобы его выпить, каждому жителю Земли необходимо было бы потреблять 300 тысяч литров алкоголя ежедневно в течение миллиарда лет. Несомненно, для некоторых людей здесь кроется большое искушение. Но нам этого не надо. Впрочем, воспользоваться продукцией всегалактического спиртзавода люди все равно не смогут. И не только потому, что алкоголь распределен в облаке с малой концентрацией. Помимо пригодного для питья этанола, в облаке распылен ядовитый метиловый спирт. 100 граммов такого напитка может лишить зрения, а в больших объемах даже жизни. Зато происхождение этой аномалии действительно для нас очень интересно. Ученые объясняют изобилие спирта в облаке тем, что в космосе происходит множество сложных химических реакций, а значит, появляется и бесконечное разнообразие молекул. После первичных водорода и гелия в недрах звезд образовались тяжелые элементы. Позже их разбросало по пространству при взрывах звезд, запустив тем самым химическую эволюцию. Во время этого процесса появились органические сложные молекулы, в том числе спирт. Но все это пока лишь в теории. Точнее, узнать происхождение, состав аномалии с крепким градусом и других молекулярных облаков астрономы надеются в будущем с помощью высокочувствительных инструментов нового поколения. А нам пора возвращаться назад. Но сначала кратко подведем итоги путешествия. Мы еще раз убедились, насколько прекрасна, разнообразна и непредсказуема Вселенная. В ней встречается много аномалий. Конечно, нас они слегка настораживают, как все странное и необъяснимое. А ученых стимулируют к новым поискам, которые порой превращаются в настоящие научные прорывы. Так случилось, например, с черными дырами. Когда-то ученые считали их скорее исключением из космических правил, редкими аномальными областями пространства, искажающими пространство-время. Теперь известно, что черных дыр во Вселенной не счесть, и исследователи неплохо изучили их свойства. Но монстры тут же подкинули новые загадки. Одна из последних — их песни. Когда материя пересекает горизонт событий, раздается булькающий звук, преобразование энергии движения в звуковые волны. В 2003 году рентгеновская обсерватория Чандра уловила такой шум от сверхмассивной черной дыры на расстоянии 250 миллионов световых лет. О чем поют черные дыры? Ученым еще предстоит в этом разобраться, как и с другими аномальными явлениями во Вселенной. Нам это очень пригодится, ведь, согласитесь, всегда полезно знать, что во время космических путешествий может ждать тебя в пути. Когда бы мы ни смотрели в ночное небо, картина будет прекрасна, но примерно одинаково. Звезды всегда на своих местах сияют разноцветными огоньками. Разве что какой-то метеорит изредка пролетит между ними, оживив панораму. На самом деле космос просто бурлит. В нем рулят невидимые электромагнитные силы, которые мы обычно не чувствуем. Небесные тела тоже постоянно в делах и выясняют какие-то важные вопросы, обмениваясь сигналами. Иногда между ними возникают конфликты и гремят взрывы. Некоторые звезды
Вместо катастроф предпочитают светские развлечения. Как заправские модницы, они ухитряются обновлять свой цвет с помощью невозможных на Земле температур. Знаменитая Бетельгейзе когда-то была желтой, сейчас она красная. Потом вновь станет золотистой. И, наконец, взорвется сверхновой, как синий сверхгигант или голубая WR-звезда. А другие светила, похоже, не любят праздность. Они открывают собственное производство и выпускают такие типы материи, с которыми мы практически никогда не сталкиваемся на Земле. Во Вселенной вообще очень много странных вещей, которых не увидишь на нашей планете, но мы можем отправиться в космическое путешествие, чтобы больше о них узнать. Собирайтесь в путь и полетели. Самую короткую дорогу нам укажет нечто вроде космического GPS, подготовленного НАСА. Специалисты космического агентства выделили самые странные события, которые происходят почти исключительно в открытом космосе. Первое связано с материей, из которой состоим мы с вами, наша планета и вся Вселенная. На Земле вещество обычно принимает одно из трех состояний – твердое, жидкое или газообразное. Но в космосе 99,9% его находится в совершенно иной форме – плазмы. Плазма появляется, когда материя нагревается до экстремальных температур или подвергается воздействию сильного электрического тока. Такая материя включает свободные ионы и электроны в сверхзаряженном состоянии, которые выходят за пределы физических характеристик газа. Ее можно получить искусственным путем, и в больших городах мы каждый день по вечерам видим это в удивительном свете неоновых вывесок. В них используется неоновый газ и технология ионизации для генерации плазмы. Когда высокое давление воздействует на неоновый газ в стеклянной трубке, его атомы ионизируются. Внутри газа появляются ионные частицы и электроны. Наряду с искусственной мы можем наблюдать на Земле и природную плазму, правда, очень редко. Если не опасаетесь, то выйдите на улицу в грозу и посмотрите на небо. Яркие разряды молний – как раз та самая плазма, о которой мы говорим. В принципе, этим и заканчивается список мест, где мы можем с ней познакомиться. Но где тогда прячется вся остальная плазма? Ведь по утверждению специалистов она составляет почти все видимое вещество. Чтобы это выяснить, нужно еще раз выйти на улицу и посмотреть вверх. Только ночью и в ясный день. Все, что вы увидите, как раз и есть плазма. Из нее состоят звезды, которые сияют в небе. Мы знаем, что эти светила очень далеко от нас. Даже Солнце находится в среднем на расстоянии 150 миллионов километров от Земли. Возможно, потому астрономам так трудно разобраться в процессах, протекающих внутри звезд, и понять тонкости образования космической плазмы. Вместе с тем, о ней уже многое известно. Плазма – очень странное состояние материи. В сравнении с газом, где отдельные частицы хаотично носятся внутри вещества, она может действовать коллективно, как команда. Плазма одновременно проводит электричество и находится под влиянием электромагнитных полей. Эти поля способны управлять движением заряженных частиц внутри вещества и порой разгонять их до безумных скоростей. Космос переполнен такими невидимыми магнитными полями, которые формируют пути плазмы. На Солнце они запускают солнечные вспышки, которые являются причиной выбросов плазмы или солнечного ветра. Ученые отмечают, что во время периода очень высокой активности на нашей звезде возникают огромные пятна. Они-то как раз и являются источниками извержения плазмы. Но кроме этого, на светиле постоянно действуют дугообразные столбы из плазмы, большие петли, известные как солнечные протуберанцы. Иногда они простираются очень далеко в космос. Такие протуберанцы могут оторваться от Солнца. Тогда потоки плазмы кружат в Солнечной системе, вновь и вновь меняя свой путь. Похоже, подобные невероятные турне по пространству им очень по душе. Совсем как и нам, космическим путешественникам. А если огромный поток частиц добирается до Земли, то в нашей жизни начинается хаос.
Солнечный ветер сталкивается с нашим магнитным полем, которое заставляет компасы указывать на север. Этот щит направляет плазму вокруг планеты, не давая ей пробиться внутрь. Но нередко солнечный ветер прорывает оборонительный рубеж и получает возможность управлять энергетическими процессами в атмосфере. К ним относятся великолепное полярное сияние и солнечные бури. Да и сама плазма со стороны порой представляет очень живописное зрелище. Недавно астрофотограф Эндрю Маккарти смог поймать на фото ее гигантский поток, которым Солнце выстрелило в пространство. Он устремился в космос со скоростью около 161 тысячи километров в час. Поток распространился на 160 тысяч километров вокруг светила, что более чем в 12 раз превышает диаметр Земли. Если такие вспышки направлены в сторону нашей планеты, то могут причинить многие неприятности, например, повредить спутники и телекоммуникации. И сейчас, когда Солнце находится на пике своей активности, мы регулярно сталкиваемся с подобными ударами. Так, недавно в течение часа Солнце выбрасывало интенсивное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, которое достигло Земли 24 октября. Это привело к радиоблэкауту над Австралией и Юго-Восточной Азией. Коротковолновая радиосвязь в регионах была временно нарушена, поскольку излучение при взаимодействии с частицами атмосферы Земли заблокировало радиосигналы. Если посмотреть дальше в космос, то там все происходит примерно так же. Другие звезды тоже могут выбрасывать потоки плазмы, и даже черные дыры замечены в подобных развлечениях. На Земле нет подобного экстрима, хотя от Сибири до Сахары можно встретить широкий диапазон температур. Рекорды, которые отмечены метеорологами, от плюс 57 градусов до минус 89. Даже эти показатели по обоим концам шкалы кажутся нам сущим адом. А вот для космоса, как можно понять на примере джетов, это очень средние температуры. Но может это исключение из правил? Попробуем в этом разобраться. Возьмем сначала Солнечную систему. У наших соседок, планет без изолирующей атмосферы, температура резко колеблется между днем и ночью. Самые безумные погодные качели мы найдем на Меркурии. Там регулярно бывают дни с температурой около 449 градусов и ночи, когда холод достигает минус 171 градуса. В открытом космосе некоторые искусственные аппараты тоже испытывают существенную разницу между солнечной и теневой сторонами. В среднем колебания равны 33 градусам. Похоже на то, как если бы стакан воды в тени замерз в жаркий летний день. Но это еще не рекорд. Для солнечного зонда НАСА «Паркер» при максимальном приближении со светилом подобная разница между освещенной и темной стороной составила более 2000 градусов. Спутникам и приборам, которые НАСА отправляет в космос, трудно выдержать такие перепады, и их приходится от этого защищать. Например, обсерватория солнечной динамики проводит большую часть времени под прямыми солнечными лучами. Но несколько раз в год ее орбита попадает в тень Земли. Тогда температура солнечных панелей, обращенных к Солнцу, падает на 158 градусов. В это время включаются бортовые обогреватели и так прогревают обсерваторию, что колебания температуры не превышают половины градуса. Аналогично костюмы астронавтов рассчитаны на температуру от минус 157 до 121 градуса. Скафандры белые, чтобы отражать свет Солнца, а обогреватели размещены по всей внутренней части корабля. Также одежда членов экипажа обеспечивает внутри помещений постоянное давление и наличие кислорода, защищает от ударов микрометеоритов и ультрафиолетового излучения Солнца. Когда-нибудь астронавты отправятся еще дальше в космос, и там, конечно, им понадобится совершенно другая, более серьезная экипировка. На далеких экзопланетах вот где настоящий температурный экстрим. Больше всех здесь отличилась Кельт-9b из созвездия Лебедь, до которой 650 световых лет от Земли. Она разогрелась сильнее, чем некоторые звезды.
Родительское светило под стать этой горячей штучке. Бело-голубая звезда Кельт-9 имеет температуру 9897 градусов, то есть 176% солнечной. Экзопланета движется по небу буквально за руку со своим Солнцем, находясь от него на расстоянии 0,03 астрономической единицы. Кельт-9b совершает оборот вокруг звезды всего за 1,48 суток, потому так раскалена. На дневной стороне планеты, которая всегда повернута к звезде одним полушарием, температура может достигать 4300 градусов Цельсия. Для сравнения, на Солнце в среднем она составляет около 5500 градусов Цельсия. По сути, дневная сторона Кельт-9b имеет температуру таких звезд, как оранжевые карлики. Впрочем, ее темная сторона, которая никогда не освещается Солнцем, конечно, намного холоднее, но тоже не порадует приятной прохладой. На этом полушарии жара достигает 2000 градусов. В целом же планета-печь получает от своей звезды в 44 тысячи раз больше энергии, чем Земля от Солнца. Невероятно высокие температуры превращают Кельт-9b в очень странный мир, где повреждается структура химических элементов. Молекулы газообразного водорода, вероятно, разрываются на дневной стороне. Они не могут повторно сформироваться, пока их разрозненные атомы не перетекут на ночную сторону планеты. Даже железо и титан на экзопланете находятся в газообразном состоянии. Еще из-за экстремального излучения звезды атмосфера Кельт-9b раздулась как воздушный шар. В результате этот газовый гигант оказался рыхлым, подобно сладкой вате. Он в 2,8 раза массивнее Юпитера, но в 2 раза менее плотный. Согласитесь, как-то не хочется близко знакомиться со столь ужасным миром. Зато если нужно из космоса сделать на память о путешествии уникальный снимок, это как раз тот случай. У Кельт-9 есть великолепный яркий шлейф из раскаленных газов, который отлично выйдет на фото. Его образует материя, испарившаяся с поверхности планеты под воздействием мощного ультрафиолетового излучения своего светила. Сама поверхность этого мира тоже, вероятно, окажется впечатляющей. Ученые считают, что на ней кипят и плещутся океаны раскаленной лавы. И все же по сравнению с самыми горячими звездами на Кельт-9b, можно сказать, климат довольно умеренный. Давайте посмотрим на WR-102, который относится к классу звезд Вольфа-Райе. Подобные голубоватые светила крайне редки и славятся своим ярким сиянием. WR-102 относится к еще более уникальному спектральному подклассу WO2. Так называют богатые кислородом звезды Вольфа-Райе. Их известно всего лишь 4 в Млечном Пути и 5 в других галактиках. Звезды Вольфа-Райе самые массивные и горячие во всем мироздании. Так температура WR-102 почти 210 тысяч градусов, а светимость атмосферы приравнивается к 282 тысячам солнечных. Звезды, по мнению ученых НАСА, вообще те еще алхимики. Они любят заниматься очень странными вещами. Чтобы больше узнать о хобби светил, полетим снова к Солнцу. В старину люди всегда считали его космическим чудом. 500 лет назад ацтеки, например, приносили жертвы, чтобы в небе не погас этот теплый яркий шар. Сейчас мы знаем, что Солнце, как и другие звезды в расцвете сил, раскалены за счет реакции термоядерного синтеза в своих недрах. Каждую секунду наши светила синтезируют около 600 миллионов тонн водорода. Это масса 102 великих пирамид Гизы, 1812 зданий Empire State Building или, по некоторым оценкам, почти всех рыб на Земле. Если нам когда-то удастся воспроизвести подобную реакцию на Земле, то мы получим безграничное количество чистой, безопасной и доступной энергии. Но насколько это реально? Посмотрим, в чем суть термоядерного синтеза. Так называется процесс, в котором легкие элементы уплотняются за счет огромного давления и температуры в новые, более тяжелые элементы. Этот процесс начался еще в молодости Вселенной и длится до сих пор.
За это время термоядерный синтез внутри звезд и взрывы сверхновых обеспечили космос более чем 80 новыми элементами. Суть термоядерного синтеза в том, что внутри звезд ядра сталкиваются друг с другом при очень высокой температуре, превышающей 10 миллионов градусов Цельсия. Этого хватает, чтобы преодолеть силу их взаимного электрического отталкивания. Как только подобное происходит, ядра сливаются. Однако здесь есть нюанс. Ядра должны находиться в замкнутом пространстве, что увеличивает вероятность их столкновения. Звезды создают такие условия за счет колоссального давления своей гравитации. В результате происходит реакция ядерного синтеза, которая не только рождает новые элементы, но также высвобождает огромное количество энергии и частиц света — фотонов. Если взять в пример Солнце, то фотонам требуется около 250 тысяч лет, чтобы преодолеть около 700 тысяч километров от ядра и достичь видимой поверхности светила. После этого все происходит, можно сказать, за мгновение. Свету нужно всего 8 минут, чтобы преодолеть 150 миллионов километров до Земли. Повторить это все на Земле кажется практически невозможным. На пути встанет множество препятствий. На Солнце, как мы уже выяснили, термоядерный синтез естественным образом вызывает огромная гравитация звезды. Однако без этой силы для слияния, например, дейтерия и трития, понадобится разогреть их до 100 миллионов градусов Цельсия. Еще придется обеспечить сильное давление в достаточно замкнутом пространстве. Рассчитать нужно так, чтобы термоядерная реакция длилась в течение определенного времени. Это сложные задачи, но многие специалисты сейчас пытаются их решить. Мы уже освоили деление, обратную ядерную реакцию, которая расщепляет тяжелые элементы на более мелкие. При этом выделяется огромное количество энергии. Технология используется на атомных электростанциях и считается очень эффективной. Но ей не сравнится с возможностями термоядерного синтеза. Вот если он когда-то дастся нам в руки, то приз будет небывалым. Термоядерный синтез сможет удовлетворять энергетические потребности человечества в течение миллионов лет. Сырье на Земле для этого имеется в избытке, и его легко добыть. Так дейтерий можно с небольшими затратами добывать из морской воды, а тритий выделить из достаточно широко распространенного в природе лития. Термоядерные реакторы, к тому же, будут достаточно безопасными. Они не станут вырабатывать высокотоксичные в течение очень долгого времени ядерные отходы. И аварии, когда расплавится активная зона термоядерного реактора, практически исключены. Еще одно преимущество такого синтеза – экологическая чистота производства. Во время процесса в атмосферу не выбрасываются углекислые и другие парниковые газы. Все эти преимущества мы когда-то сможем получить, пользуясь технологиями звезд. В копилке светил есть еще кое-что чрезвычайно для нас интересное. Они знают рецепт самого прочного вещества во Вселенной. Позаимствовать технологию мы сможем не у обычной звезды, а нейтронной. Они не редкость в нашем небе. В настоящее время астрономам известно более 3200 нейтронных звезд. Около 90% из них – одиночки, остальные входят в кратные звездные системы. Всего же в Млечном Пути, по оценкам, на 1000 обычных может приходиться приблизительно 1 нейтронная звезда. Как раз они и готовят экзотическое сверхпрочное ядерное тесто по своему особому рецепту. Если мы решим им воспользоваться, вот какие нужно предпринять шаги. Первый шаг – взять большую звезду на поздней стадии эволюции. Шаг второй – варить светило в собственном соку за счет его жира, пока звезда не взорвется сверхновой. Важно! Процесс может занять миллиард лет, так что придется набраться терпения. Шаг третий – тщательно замешать все оставшиеся протоны и электроны внутри сморщенного ядра звезды, пока они не образуют твердое тесто из сверхплотных нейтронов. Шаг четвертый – отжать все лишние элементы. Экономить не следует. Применяйте столько гравитации, сколько необходимо для получения хорошего результата. Шаг пятый – скатать нейтронный пласт в геометрическую сферу размером с канадский город Торонто.
Когда она покроется запеченной кристаллической корочкой, подать запечатанный до температуры 600 градусов Цельсия. Можно добавить какую-нибудь начинку по вкусу. Соус из образовавшейся после взрыва туманности для этого отлично подойдет. Неизвестно, насколько Вселенной сложно готовить это космическое блюдо, но вот ученым оно прибавило забот. В течение нескольких лет астрофизики занимались разгадкой рецепта небесного деликатеса. Ядерное тесто наподобие того, что замешивала для пирожков ваша бабушка, возможно, практически единственное вещество, способное выжить внутри светила после взрыва сверхновой. Но как ему удается существовать внутри нейтронных звезд сравнительно небольших, невероятно плотных объектов, пока это до конца выяснить не удалось. Зато последние исследования окончательно подтвердили, что ядерное тесто – самый твердый продукт во Вселенной. Группа исследователей из США и Канады провела серию компьютерных симуляций для проверки его прочности. Ученые использовали все данные об условиях формирования нейтронных звезд, которые сегодня известны науке, и попытались разбить пласт космического продукта. Результаты ошеломили исследователей. Оказалось, что для этого требуется примерно в 10 миллиардов раз больше силы, чем для разрушения стали. Большая часть прочности ядерного теста, вероятно, обусловлена его невероятной плотностью. В нейтронных звездах масса целого Солнца или больше упакована в компактное ядро диаметром 20 километров. В НАСА подсчитали, что вес вещества в кусочке такого светила размером с кубик сахара составит более 1 миллиарда тонн. Примерно столько же весит гора Эверест. Другие исследования показали, что сравнение с горой в данном случае пришлось прямо в точку. Ядерное тесто в нейтронных звездах настолько плотно упаковано, что его пласты наслаиваются друг на друга. Образуются небольшие горы, способные изнутри как бы немного приподнимать кору некоторых нейтронных звезд, которые вращаются чрезвычайно быстро. Нейтронные горы теоретически способны создавать вокруг себя рябь в пространстве времени или гравитационные волны. Волны могут появляться еще из-за столкновения двух нейтронных звезд друг с другом. Это очень редкое явление, однако в 2017 году детекторы LIGO-Virgo обнаружили импульс гравитационной волны, названный GW-170-817. Он предположительно связан со слиянием двух нейтронных звезд в эллиптической галактике NGC 4993 из созвездия Гидры. Имеет ли отношение ядерное тесто к этому и другим подобным событиям? Сейчас ученые проводят исследования, чтобы все выяснить. Еще они пытаются разобраться с некими космическими силами, которые окружили Землю кольцом из странных вспышек. Каждый день они происходят в космосе вокруг Земли. Только мы не видим этих фейерверков. Они происходят, когда потоки заряженных частиц или солнечный ветер врезается в магнитосферу нашей планеты. Он запутывает магнитные поля Солнца и Земли. В конце концов, эти линии рвутся и перестраиваются, отстреливая близлежащие заряженные частицы. Такие взрывные события называются магнитным пересоединением. Хотя мы не способны увидеть подобный процесс невооруженным глазом, иногда можем наблюдать его последствия. Некоторые из возмущенных частиц проникают в верхние слои атмосферы Земли, и тогда в нашем небе вспыхивают яркие и красочные полярные сияния. Миссия НАСА под названием ММС, которая состоит из 4 спутников, измеряет силу таких явлений. Аппараты изучают магнитопаузу Земли, то есть границу магнитного поля нашей планеты. В этой области пересоединения магнитного поля создают шквальные потоки тепла и кинетической энергии, потому исследования проводить очень сложно. Тем не менее, работа продвигается, и недавно, например, обнаружены необычные явления в хвосте магнитосферы. Да, возможно, это не самый известный факт, но магнитное поле Земли имеет хвост. Когда солнечный ветер бьет по планете, он оставляет после себя длинный след, который тянется в виде хвоста. И это очень неспокойный шлейф. В хвосте магнитосферы постоянно бушуют многочисленные магнитные бури.
Одна из них устроила для ученых настоящий квест, неожиданно исчезнув. Астрономы обнаружили ее признаки в хвосте магнитосферы, но вот самой бури там не нашли. Миссия ММС сейчас занимается разгадкой этого явления. Оно должно сопровождаться сильными электрическими токами и колебаниями магнитного поля. Но спутники так и не обнаружили следов ни одного, ни другого. Вполне возможно, что эта необычная буря была локализирована в маленькой области неба. Тогда отыскать в небе ее отголоски практически невозможно. Тем не менее, ученые не сдаются. В следующем году спутники ММС будут измерять магнитные пересоединения напрямую в магнитном поле планеты. В это же время другая группа исследователей с Земли начнет проводить моделирование магнитного поля, чтобы понять, как оно себя ведет. Сравнивая результаты, ученые надеются пройти квест, отыскав исчезнувшую бурю и понять механизм ее маскировки. Тогда удастся лучше изучить точную взаимосвязь между магнитным пересоединением и событиями, которые они вызывают. Причем не только вокруг Земли. Если мы полетим дальше в космос, то тоже сможем наблюдать там подобные процессы. Присоединение происходит по всей Вселенной, где возникают скручивающиеся магнитные поля, и ученым уже кое-что известно о последствиях этого. Посмотрим на определенный тип черных дыр, вращающихся, которые названы в честь новозеландского астрофизика Роя Керра. Модели показали, что такие дыры окружены сильно намагниченной плазмой, но быстро теряют магнитное поле. Это является причиной выбросов жесткого рентгеновского излучения из магнитосферы монстра. Почему так происходит? Чтобы ответить на вопрос, нужно ближе познакомиться с черными дырами Керра. Некоторые из них рождаются в результате коллапса намагниченных звезд. Они наследуют магнитное поле своих светил, которое пронизывает горизонт событий дыр. Также монстр может приобрести собственное магнитное поле в результате слияния с намагниченной нейтронной звездой. Из-за этого у него появляются волосы в виде силовых линий магнитного поля, но ненадолго. В вакууме любое безмассовое поле быстро улетучивается, оставляя черную дыру лысой. Тогда как раз и происходит перезамыкание магнитных линий. В результате они вытягиваются, разрываются, а затем соединяются вновь в виде магнитных петель, содержащих плазму. Образовавшиеся плазмоиды либо падают за горизонт событий, либо улетают от черной дыры на немыслимых скоростях. Астрономы из Университета Массачусетса недавно столкнулись с другим удивительным явлением прямо в центре Млечного Пути. Они засекли невиданный ранее источник энергии с помощью телескопа Чандра. Сердце нашей галактики практически невозможно увидеть в оптическом свете за плотной пеленой из газа и пыли. Но Чандра в рентгеновском диапазоне отлично проникает сквозь такой туман. Обсерватория смогла зафиксировать в этой области пару рентгеновских шлейфов рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец-А со звездочкой. Еще более интригующим стало наблюдение рентгеновской нити под названием G0.17-0.41, расположенной вблизи южного шлейфа. Эта нить раскрывает новое явление, которое свидетельствует об активном процессе магнитного присоединения. Обычно магнитное присоединение происходит, когда два противоположных поля сталкиваются друг с другом, высвобождая огромное количество энергии. Однако странная нить намекает на ранее неизвестный межзвездный механизм. Он может управлять потоком энергии и, возможно, даже эволюцией Млечного Пути. Но каково общее количество энергии исходит из центра галактики? Как производится и транспортируется эта сила? Влияет ли процесс на галактическую экосистему? Это пока еще неизвестно. Однако данные обсерватории Чандра указывают путь к разгадкам сложных магнитных маневров, которые проводит Вселенная. Впрочем, в космосе и более простые, обыденные вещи порой приобретают удивительные свойства. Так, на Земле существует простой способ передачи энергии. Стоит только подтолкнуть что-то, и дело сделано. Мы часто можем увидеть подобные явления, например, когда ветер
заставляет деревья качаться. Нам это кажется естественным и единственно возможным ходом событий. А что вы скажете о силах, которые способны передавать энергию, даже не соприкасаясь? Это кажется фантастикой, но только не для космических сил. Давайте посмотрим, как все происходит. При ударах в пространстве энергия передается через плазменные волны, электрические и магнитные поля. Чтобы лучше понять процесс, представьте себе частицы как стаю птиц, летящих вместе. Если попутный ветер подхватывает и толкает птиц, они движутся быстрее. При этом нам кажется, что пернатых ничто не подгоняет. Частицы ведут себя примерно так же, когда они внезапно сталкиваются с магнитным полем. Оно может дать частицам толчок вперед, передав энергию через невидимые ударные волны. Когда поток, который движется со сверхзвуковой скоростью, сталкивается с неподвижным объектом, он образует главную ударную волну. Она мало чем отличается от основной волны впереди лодки, стоящей на якоре в быстром течении воды. Такое же явление еще создает солнечный ветер, когда врезается в магнитное поле Земли. Подобные удары появляются и в других местах космоса. Например, астрономы фиксируют их вокруг активных сверхновых, выбрасывающих облака плазмы. В редких случаях явление может временно создаваться на Земле. Это происходит, когда пули или самолеты движутся быстрее скорости звука. Все эти странные события, как считают в НАСА, распространены в космосе. Хотя некоторые можно воспроизвести в специальных лабораторных условиях, большинство таких вещей нельзя наблюдать в обычных условиях на Земле. НАСА активно изучает космический хендмейд, чтобы больше узнать о механизмах работы Вселенной и, если получится, перенять ее опыт. И может странная космическая сигнализация, опутавшая пространство, способна многое нам подсказать. Повсюду во Вселенной проведены подобные, конечно же, условные провода связи. Астрономы получают сигналы от звезд, сверхновых, активных ядер галактик или даже газовых облаков. Однако некоторые космические сообщения такие странные, что установить их отправителей или определить природу крайне сложно. Один из таких сигналов недавно просто шокировал астрономов. Он исходил из области вблизи нейтронной звезды и впервые был инфракрасным. Исследователи нашли его среди данных космического телескопа Хаббл. В том регионе неба находится пульсар RX-J0806.4-4123. Возможно, это он отправил нам послание с расстояния около 800 световых лет. У ученых уже есть несколько идей насчет этого сигнала. Они связаны с природой нейтронных звезд. Давайте коротко еще раз в ней разберемся. Когда светило достигает конца своей жизни, то обычно взрывается сверхновой. Затем звезды с очень большой массой обычно превращаются в черные дыры, а меньшие образуют нейтронные звезды, состоящие из плотно упакованных нейтронов. Если такие объекты сильно намагничены и вращаются достаточно быстро, чтобы генерировать электромагнитные волны, их называют пульсарами. Обычно нейтронные звезды испускают радиоволны или рентгеновские лучи более высокой энергии. А сигнал, о котором мы говорим, не только был инфракрасным, но и распространился по большой площади пространства на 200 астрономических единиц. Это в 5 раз дальше средней орбиты Плутона от Солнца. Такая протяженность не характерна для колебаний в инфракрасном диапазоне. Для этого не хватит силы одной нейтронной звезды. Сигнал явно включает что-то еще. Что именно? Давайте подлетим поближе к RX-J0806.4-4123. Попробуем разобраться, как мертвая звезда умудрилась обзавестись столь мощной сигнализацией. Она признана одним из ближних к Солнцу рентгеновских пульсаров и даже входит в элитную тусовку из 7 таких же светил. Астрономы называют их «великолепной семеркой» и считают всех очень странными персонажами. Они, похоже, никуда не спешат и вращаются гораздо медленнее, чем большинство пульсаров. Так, один оборот RX-J0806.4-4123 занимает 11 секунд, тогда как обычно пульсары вращаются
за доли секунды. И все они довольно горячие штучки. Температура этих звезд намного выше, чем получается в моделях ученых. Исследователи предположили две версии того, что могло оказаться вблизи RX J0806.4-4123, и включила его сигнализацию. В первой гипотезе предполагается, что это гигантский диск из материи после взрыва сверхновой. Он может простираться на 29 миллиардов километров в поперечнике. Внутренняя часть диска, вероятно, должна иметь достаточно энергии для производства инфракрасного света. Это также объясняет, почему пульсар такой горячий и вращается настолько медленно. Диски в прошлом могли обеспечить некоторое дополнительное нагревание RX J0806.4-4123 и замедлить его вращение. Второе объяснение заключается в том, что инфракрасный сигнал возможно, исходит от близлежащей туманности пульсарного ветра. Откуда берутся подобные космические бури? Пульсарный ветер образуется, когда электроны ускоряются в электрическом поле из-за быстрого вращения нейтронной звезды и ее сильного магнитного поля. Когда такое светило вращается быстрее скорости звука, оно влияет на межзвездную среду. Это пространство заполнено крошечными частицами газа и пыли, которые находятся между крупными небесными объектами. Взаимодействие межзвездной среды и пульсарного ветра может создать так называемую пульсарную туманность. Как раз она, согласно моделям, должна испускать инфракрасное излучение. Однако обычно подобные туманности, согласно наблюдениям, излучают в рентгеновском спектре. По этой причине порывы пульсарного ветра только в инфракрасном диапазоне выглядят для астрономов очень странными и требуют дальнейшего изучения. Тем временем в сети астрономов попала богатая добыча. Недавно обнаружены 13 загадочных сигналов, включая один, который повторялся с одного и того же места в течение нескольких месяцев. Эти сигналы известны как быстрые радиовсплески, мегасильные и сверхяркие, которые длятся всего несколько миллисекунд. Как полагают ученые, всплески происходят очень далеко, за миллиарды световых лет от нас, хотя их точное местонахождение неизвестно. Первый из них зарегистрирован в 2007 году, и с тех пор число подобных находок постоянно растет. В настоящее время их известно около 60. Сюда входит и серия из 13 радиосигналов, которые ученые всего за 2 месяца уловили в небе с помощью радиотелескопа CHIME. Среди них особенно загадочными астрономы считают 7 всплесков, которые произошли на расстоянии примерно в 1,5 миллиарда световых лет от Земли. Они зарегистрированы на частоте 400 МГц, самой низкой среди подобных радиосигналов, обнаруженных до сих пор. И всего во второй раз короткие всплески, как автоматная очередь, ударили 6 раз подряд в течение нескольких месяцев. По словам авторов исследования, это повторение исключает возникновение сигналов в результате какой-то космической катастрофы, например, сверхновой. Такие взрывы звезд происходят достаточно редко и не могут следовать залпами, причем в одном регионе космоса. Сейчас исследователи рассматривают несколько теорий происхождения этих взрывов. Короткие радиовсплески, например, в теории способны вызывать излучение, которое выбрасывают сверхмассивные черные дыры. Или даже, по мнению американского астрофизика Ави Леба, всплески могут оказаться импульсами инопланетного космического корабля. Пока в научном мире не исключают эту версию, хотя и считают ее маловероятной. Серия коротких радиовсплесков скорее дала астрономам надежду, что такие явления гораздо более распространены в космосе, чем считалось ранее. Просто на современном этапе развития технологий их трудно обнаружить. И не будем забывать, что последние всплески впервые зафиксированы на частоте 400 МГц. Можно предположить, что сигналы с еще более низкими частотами постоянно проносятся мимо нашей планеты. Астрономы уверены, что скоро сумеют их засечь. А пока ученые делают другие странные находки. Некоторые из них выбиваются за рамки того, что нам уже известно о Вселенной.
Какая небесная сила, например, выкурила в космосе нечто вроде гигантской трубки мира? По крайней мере, на такую мысль наводят призрачные дымовые кольца, которые заметили астрономы. Если говорить точнее, это огромные размытые круги радиоизлучения, висящие в небе. Сначала исследователи засекли один из кругов и не смогли его идентифицировать. Никто раньше не видел в космосе ничего подобного. Вскоре нашли второе кольцо, а затем еще несколько. Таинственные круглые пятна назвали ORC, что означает «нечетные радиокруги». Остался главный вопрос: что же все-таки за объекты попали на снимки? Пока об этом сведений мало. Например, астрономы еще не ответили на вопрос, далеко от нас туманные кольца или близко. Эти объекты могут быть в Млечном Пути и размером не превышать нескольких световых лет в поперечнике. Или же кольца дымятся где-то в других галактиках, а в поперечнике достигают миллионов световых лет. С их природой все еще сложнее. Астрономы считают, что ORC не гигантские лепестки излучения струй электронов, вылетающих из сверхмассивных черных дыр в радиогалактиках. Оба явления очень сходны, но ORC имеют четко выраженную круглую форму, в отличие от запутанных облаков известных радиогалактик. Версия об остатках сверхновой тоже не подходит. Призрачные круги для этого чересчур далеки от большинства звезд в Млечном Пути, и их слишком много. Могут ли это быть кольца Эйнштейна? Такие украшения дарят Вселенной радиоволны из отдаленных галактик, которые изгибаются в круг под влиянием гравитационного поля галактических скоплений. Но нет, дымчатые круги для этого слишком симметричны, и ученые не видят скопления в их центре. Есть и другие теории, однако ни одна из них не объясняет природу призрачных кругов. Тем временем в поле зрения астрономов попадают все новые призрачные кольца. Их общее количество теоретически оценивается примерно в 1000 или даже больше. Поиски недостающих облачных структур сейчас ведут телескопы по всему миру. Сложность в том, что ORC чрезвычайно слабые, так что их трудно заметить и изучить. Но рано или поздно астрономы с помощью продвинутых телескопов в этом разберутся, как и с другими странными вещами во Вселенной. А их, как мы убедились, во время путешествия в небе хватает. В эту категорию попадает даже космическая пустота или вакуум. Мы его не видим и не ощущаем. Попробуйте, например, просто хлопнуть по пустоте рукой. Никакого эффекта, конечно, не будет. Но на самом деле в вакууме происходят просто фантастические вещи. Космическая пустота представляет собой бурлящий коктейль из субатомных частиц. Они постоянно возникают, уничтожаются, а затем как зомби воскресают вновь. И так без конца. Этот удивительный круговорот определяется квантовой природой частиц. Электроны, фотоны, нейтрино и другие, согласно правилам квантового мира, не являются тем, чем кажутся. Они представляют собой часть гораздо большей и сложной структуры – квантового поля, которое впитывают каждый кусочек пространства и времени. У всех частиц есть отдельное квантовое поле. У электронов оно свое, у фотонов тоже и так далее. Когда поля вибрируют, появляются частицы, а когда затихают – исчезают. То есть то, что мы называем частицами, является локализованной вибрацией квантового поля. Такие колебания происходят постоянно, даже если их силы недостаточно, чтобы создать частицу. Получается, что настоящего вакуума не существует. Он из чего-то состоит, а также обладает собственной энергией. И эта пустота порой бывает для нас очень опасна. Представьте, что вы космонавт и исследуете околоземное пространство. Внезапно вас по какой-то причине выбросило из шлюза космического корабля. Что бы случилось с вашим телом без защитного скафандра? В НАСА говорят, что смерть наступила бы в течение нескольких минут. За это время космический вакуум вытянул бы воздух из ваших легких, и вы бы задохнулись. Но человек для вакуума – легкая и мелкая добыча. Пустота, вероятно, не прочь поохотиться и по-крупному. Вся Вселенная – вот ее самый желанный приз. По крайней мере, так некоторые ученые объясняют один очень странный феномен. На краю Вселенной массово тухнут галактики. Почему?
точно неизвестно. Возможно, в этом виноват вакуумный распад. Но как пустота, которая вроде бы особой силой не обладает, может справиться с целой галактикой? Вот какое объяснение дают исследователи. Сейчас мы существуем в мире, где энергетический уровень стабильный. Это состояние называют ложным вакуумом и сравнивают его с равниной. Однако, возможно, когда-то из-за некой встряски или другого события на этой равнине возникнет как бы энергетическая впадина. В результате уровень энергии во Вселенной снизится до минимума. Тогда ложный вакуум начнет распадаться, уступая место истинному вакууму. И этот процесс, согласно одной из версий астрофизиков, уже начался. Именно он превращает галактики на окраинах Вселенной в ничто. Правда, это далеко не идеальное объяснение катастрофы. По наблюдениям астрономов, галактики тухнут медленно, а вакуумный распад должен происходить со скоростью света. К примеру, он уничтожил бы Землю всего за несколько секунд. Но в любом случае не стоит переживать за нашу планету. Даже если в конце Вселенной и начался вакуумный распад, до нас он доберется лишь через миллиарды лет. У нас есть время, чтобы разобраться с вакуумом и со многими другими странностями Вселенной. Сейчас ученые, например, активно ловят нейтрино, электрически нейтральные, практически безмассовые элементарные частицы. Их пытаются найти с помощью специальных детекторов, которые встраивают под землю, под дно морское или в большие куски льда в рамках проекта IceCube. Для нейтрино добраться в такие далекие уголки Вселенной ничего не стоит. Теоретически невероятные частицы могут беспрепятственно проникать куда угодно, даже сквозь километры свинца. Некоторые из них, пока вы смотрите наши видео, проходят сквозь ваше тело. Эти фантомы наверняка прилетают издалека, ведь всех их выковывают звезды в огне своих термоядерных реакций, а также взрывах сверхновыми. Белые карлики и нейтронные звезды, несмотря на то, что считаются мертвыми, тоже умудряются из глубин своих саваннов прибавить загадок. Они способны творить очень странные вещи, например, создавать вырожденный электронный газ. Мы обязательно познакомимся с такими космическими чудесами во время очередного путешествия, как только ученые внесут их координаты в систему космического GPS. В наших космических путешествиях мы обычно стараемся держаться подальше от черных дыр. Объяснить это несложно. Монстры притягивают своей гравитацией и пожирают все, что попадется на пути. Недавно астрономы из Королевского университета в Белфасте наблюдали, как сверхмассивная черная дыра разорвала звезду и использовала ее энергию, чтобы тут же убить второе светило. Удачный выстрел дуплетом. Впрочем, что там звезды? Черные дыры расправляются и с более крупными объектами. Ученые из Кембриджского университета заметили, как огромный монстр морит голодом свою галактику. Он не дает формироваться звездам, засасывая нужное топливо и материю. Черные дыры можно было бы назвать абсолютным злом, но некоторые небесные тела явно будут с этим не согласны. Они отлично уживаются с этими монстрами и, похоже, не ищут лучших соседей. Черные дыры способны их обогреть, наполнить энергией, защитить от космических опасностей, а галактикам даже помогают зажигать новые звезды. Как удается приручить самых опасных обитателей Вселенной? Давайте отправимся в космическое путешествие и спросим у их соседей, которые миллиарды лет успешно тусят вокруг черных дыр. Конечно, трудно представить гравитационных монстров Вселенной, склонными к добрососедству и созиданию. Черная дыра — огромное количество материи в очень маленькой упаковке. Это как втиснуть звезду в 10 раз больше Солнца внутрь области размером с Нью-Йорк. Получается массивная, компактная и плотная яма с такой гравитацией, что оттуда не сможет вырваться даже свет. В столь безумной концентрации вещества и кроется неимоверная сила черных дыр. Благодаря этому монстры легко, как орешки, разгрызают своей гравитацией и пожирают любые звезды, даже самые огромные. Когда они захватывают своей гравитацией какое-то небесное тело,
то растягивают его до состояния спагетти. Итальянская кухня по-космически. Всеядные хищницы в поисках сытного обеда нападают даже на добычу, которая, казалось бы, им не по зубам. Один из гигантов в миллиард раз больше Солнца поймал в свою гравитационную паутину сразу 6 галактик, чтобы устроить настоящий пир. Для этого космический паук раскинул по Вселенной сети, превышающие размером Млечный Путь в 300 раз. Черные дыры не брезгуют каннибализмом. Прямо сейчас 2 далеких огромных монстра вращаются буквально вплотную друг к другу. В будущем больший притянет своей гравитацией и проглотит соседа поменьше. Ученые узнают о подобных катастрофах благодаря гигантским гравитационным волнам, которые возникают вследствие столкновений в космосе черных дыр. Обсерватории Лиго, Вирго и Кагра позволяют изучить эти возмущения, получив сведения об орбитах черных дыр перед катастрофой и причиной их столкновений. Итоги исследований гравитационных волн поразили ученых огромным количеством слияний черных дыр звездной величины. Выяснилось, что такие пары перед столкновением выходят на орбиты, далекие от круговых. Они движутся по достаточно эксцентричному пути, раскачиваясь и вибрируя. Ученые сравнивают их поведение с танцами. А что насчет неимоверных гигантов, сверхмассивных черных дыр, которые заседают в центрах галактик, пока ни один акт каннибализма среди них напрямую не зафиксирован? Однако на это указывают многочисленные модели ученых. Злодеяния дыр можно еще долго перечислять, но чтобы они могли ужиться хоть с каким-то небесным телом, на фоне таких жестоких проделок монстров это кажется фантастикой. Впрочем, некоторые звезды считают, что черные дыры способны стать очень хорошими и даже полезными соседками. Нужно только найти к ним правильный подход. Самые отважные светила в нашей галактике смогли это сделать, вплотную подобравшись к сверхмассивной черной дыре Стрелец-А со звездочкой. Окрестности резиденции монстра в центре Млечного Пути считаются очень неспокойным и опасным местом. Чудовищная дыра провоцирует жуткий хаос, перемешивая, сталкивая и даже заглатывая небесные тела. Еще она заливает все вокруг жестким рентгеновским, ультрафиолетовым и другими видами излучения. Подобные условия препятствуют образованию звезд, а затем их развитию. Какие светила сумели приспособиться к такому суперэкстриму? Очень близко к Стрельцу-А со звездочкой собрались на яркую тусовку более 100 звезд, образовав так называемое S-скопление. У этих светил разная масса, но все они со спринтерской скоростью мчатся по небу. С-4716, согласно новому исследованию, среди них чемпион. Звезда крутится по орбите как волчок со скоростью 8000 км в секунду, совершая полный оборот вокруг черной дыры всего за 4 года. Это примерно 2,7% скорости света. Спринтера обнаружили ученые из университетов Кёльна и Масарика в Брно. Он оказался бело-голубой звездой, массой и светимостью в несколько раз больше солнечной. Астрономы выяснили это благодаря наблюдениям с помощью 5 наземных телескопов. Трудно было найти столь быструю звезду на небольшом расстоянии от черной дыры. По словам ученых, дело также сильно осложняла другая звезда под названием С-2. Представьте, что в кинотеатре зритель на переднем месте заслоняет вам экран. То же самое проделывает С-2. Она часто перекрывает собой центр галактики, и астрономы плохо видят, что там происходит. Но иногда звезда не мешает просмотру, и в одно из таких окон астрономам удалось рассмотреть С-4716. Они выяснили, что звезда находится очень близко от черной дыры, на расстоянии примерно 100 астрономических единиц, то есть всего в 100 раз дальше, чем Земля от Солнца. Для сравнения, Нептун расположен примерно в 30 астрономических единицах от нашей звезды и делает полный оборот вокруг нее за 164 года. Благодаря изучению С-4716 ученые больше узнали о жизни звезд буквально на пороге у черной дыры. Однако это место нельзя назвать их родиной. Астрономы пришли к выводу, что светила не могут формироваться так близко к дыре.
Скорее всего, они появляются дальше от Стрельца А со звездочкой, а затем приближаются к нему под воздействием других звезд и объектов С-скопления. Хотя все может происходить иначе. Долгое время ученые предполагали, что только старые звезды способны существовать за счет динамического трения вблизи сверхмассивной черной дыры. Но затем рядом со Стрельцом А со звездочкой были обнаружены очень молодые звезды. До сих пор не ясно, как они туда попали и где сформировались. Это явление исследователи назвали парадоксом молодости. Юное светило X3A, которое обнаружили исследователи Института астрофизики Кёльнского университета, входит в эту команду экстремалов. Возраст звезды составляет всего несколько десятков тысяч лет. Возможно, она возникла в пылевом облаке, вращающемся вокруг гигантской черной дыры, а на свою текущую орбиту вышла лишь после формирования. Причем молодая любительница острых ощущений отлично прижилась в том опасном регионе и даже каким-то образом сумела поживиться хорошей порцией материи. X3A выросла в 10 раз больше и в 15 раз тяжелее нашего Солнца. Но как ей удалось стащить столько пищи из-под носа черной дыры? Оказывается, на расстоянии в несколько световых лет от Стрельца А со звездочкой существует область активного звездообразования. Она представляет собой плотное прохладное кольцо из газа и пыли, куда почти не проникает радиация дыры. Эта структура обладает огромной массой в сотни солнечных. В ней образовались горячие островки материи, которые X3A, возможно, использовала для формирования. Но это один из возможных вариантов. У ученых были сомнения насчет возраста X3A. Уж очень большую массу она набрала для подростка. Однако затем была обнаружена компактная околозвездная оболочка, вращающаяся вокруг X3A. Таким образом, юность звезды была полностью подтверждена, а газопылевое кольцо окончательно признано местом рождения молодых светил, несмотря на близость черной дыры Стрелец А со звездочкой. Да, в молодости можно осилить многое. Даже как X3A покорить своим ярким светом, горячим нравом и активностью черную дыру. Но вот мертвые светила, могут ли существовать звездные кладбища у черных дыр? Сделайте ставку. И если вы выбрали положительный ответ, то выиграли. Телескоп НАСА NuSTAR недавно подтвердил существование пульсара PSR J1745-2900 рядом со Стрельцом А со звездочкой. Их разделяет всего 0,33 светового года. И со звездой, несмотря на такую близость к монстру, ничего катастрофического до сих пор не произошло. Пульсары являются разновидностью нейтронных звезд, мертвых ядер, оставшихся после взрыва сверхновыми огромных звезд в конце их жизни. Материя спрессована в них с невероятной силой. Одна чайная ложка вещества нейтронной звезды весит примерно 1 миллиард тонн, а пульсары, к тому же, еще сильно намагничены и чрезвычайно быстро вращаются. Но это еще не все. Пульсар у черной дыры оказался редкой разновидностью — магнитаром. Из более чем 2600 пульсаров, известных сейчас астрономам, лишь 31 считается магнитаром или кандидатом в подобные звезды. Эти светила отличаются особо сильным магнитным полем в сотни миллионов раз превышающих по интенсивности земное. Магнитары вращаются медленно по сравнению с нейтронными звездами и тем более быстрыми пульсарами, а питаются они от своих затухающих сверхсильных магнитных полей. Открытие PSR J1745-2900 натолкнуло ученых на мысль, что среда возле Стрельца А со звездочкой достаточно благоприятна для образования магнитаров. Они пришли к выводу, что в центре Млечного Пути должно находиться огромное количество таких намагниченных звезд. Однако эти светила еще предстоит найти, и астрономы прочесывают полный пыли и газа центр галактики. Они рассчитывают в конце концов натолкнуться на целую компанию магнитаров, которые не боятся риска и живут возле черной дыры. Но вот двойная система звезд, как считалось, не в силах выдержать соседство с монстром. Двойная звезда — это пара солнц, которые гравитационно связаны
и вращаются вокруг общего центра масс. Экстремальные условия вокруг сверхмассивных черных дыр должны быстро разрушать такие пары, даже если им удастся сформироваться. Однако оказалось, что в космосе подобные любительницы экстрима все-таки существуют. Недавно впервые обнаружена двойная звездная система вблизи Стрельца А со звездочкой. К черной дыре в центре нашей галактики пристроилась бинарная звезда D9 возрастом 2 миллиарда 700 миллионов лет. Масса ее компонентов составляет не менее 2,8 и 0,7 солнечной. Впрочем, ученые по-прежнему предполагают, что система не просуществует долго, звезды сольются. И, вероятно, все самое интересное после этого только начнется. Звезды сформируют один из самых загадочных объектов космоса под названием G, которые в большом количестве обнаружены вокруг Стрельца А со звездочкой. Подобные объекты — настоящие феномены, недаром им присвоен отдельный класс. Сначала астрономы решили, что они представляют собой газовые облака размером 100 астрономических единиц в поперечнике. Такие сгустки тумана со спектрами излучения газа и пыли растягиваются по мере приближения к черной дыре. Однако G вовсе не вели себя как газовые облака. Эти незнакомцы во многом повторяли поведение звезд, поставив исследователей в тупик. Ситуация начала проясняться после длительных наблюдений за одним из подобных объектов. Это G2, которому буквально на глазах у астрономов удалось выйти неповрежденным из ближайшей к черной дыре точки орбиты. Во время максимального сближения объект оставил странную подпись. Когда он приблизился к черной дыре, то растянулся как спагетти. G2 потерял внешнюю оболочку, и большая часть его газа оказалась разорванной на части. Казалось бы, объекту пришел конец, но не тут-то было. Куски незнакомца, как в фильме ужасов, начали вновь сползаться в единое целое, и вскоре он принял свой первоначальный компактный вид. Из этого ученые сделали важные выводы. Ранее считалось, что G2 представляет собой облако газообразного водорода, которое должно было бы разорваться на части и быть поглощено Стрельцом А со звездочкой. При этом еще послужить фейерверком, который в виде части материи объекта черная дыра выпустит в небо из своего нутра. На самом деле никакой катастрофы не произошло. Вероятно, нечто удерживает G2 в компактном виде, позволяя вновь и вновь возрождаться после распада из-за приближения к черной дыре. По мнению калифорнийских астрономов, это свидетельствует о наличии звездной системы внутри G2. Исследователи полагают, что тайну объекта могут раскрыть массивные двойные звезды типа D9. Большую часть времени компаньонки проводят в запертии общей орбиты, однако порой могут сталкиваться друг с другом, образуя одну большую звезду. Этот процесс сопровождается созданием огромного облака пыли и газа. Оно окружает новую звезду примерно через 1 миллион лет после столкновения, образуя объект G. Словом, астрономы находят все новые светила, которые предпочитают быть соседями черных дыр. Одно из них особо отличилось. Звезда не поленилась преодолеть расстояние в тысячи световых лет, чтобы оказаться в опасных объятиях монстра. Мощная гравитация черной дыры, как мы говорили, делает основную часть окружающего космоса непригодным для формирования звезд. Это значит, что они переезжают к ней поближе из других регионов Млечного Пути и даже галактик. Светило S06 — первое из дальних переселенцев, которое попало в поле зрения астрономов. Звезда преодолела примерно 50 тысяч световых лет, чтобы оказаться ближе к черной дыре Млечного Пути. Она обосновалась на расстоянии всего в 0,04 светового года от Стрельца А со звездочкой. Ученые выяснили, что ее возраст составляет примерно 10 миллиардов лет. Химический состав S06 роднит ее со всеми светилами соседних с Млечным Путем небольших галактик, таких как Малое Магелланово облако и карликовая галактика Стрельца. Авторы исследования пришли к выводу, что эта звезда изначально появилась в ныне несуществующей маленькой галактике, которую поглотил Млечный Путь. Но как S06 смогла перебраться так далеко? Скорее
Скорее всего, она просто срезала путь и приблизилась к черной дыре не по прямой, а по спирали. Впрочем, это лишь первоначальное предположение. Ученые хотят провести дополнительные наблюдения и точно убедиться в том, что эта блуждающая звезда родилась действительно в другой галактике. Также астрономам важно понять, сколько еще звезд, которые зажглись не в Млечном Пути, соседствуют со Стрельцом А со звездочкой. Тем временем удалось выяснить, что вне нашей галактики тесная компания небесных тел собралась по соседству с черной дырой. Правда, не для всех участников тусовка хорошо закончится. Черная дыра, по мнению ученых, рано или поздно все испортит. Захватывающую историю об этом рассказали астрономы Массачусетского технологического института. Они впервые обнаружили 3 объекта, гравитационно связанные с черной дырой в системе V404 Лебедя на расстоянии 8000 световых лет от Земли. В компанию, которую заметили астрономы, входят черная дыра, звезда и третий, наиболее обособленный объект. Он расположен настолько далеко от первых 2, что делает оборот вокруг черной дыры, центра триады, раз в 70 тысяч земных лет. Познакомиться с ним поближе и определить его природу астрономам пока не удалось. Возможно, это звезда, черная дыра или нечто другое, но ясно одно. Объект хорошо себя обезопасил, выбрав место на почтительном расстоянии от черной дыры. Другое дело — звезда этой странной системы, которая в половину меньше Солнца. По подсчетам ученых, небольшое светило оборачивается вокруг черной дыры всего за 6,5 земных дней, то есть оно находится очень близко к монстру и тем самым подвергает себя мощным гравитационным атакам с его стороны. Черная дыра постепенно притягивает материю светила. Когда вещества накапливается много, то оно по спирали падает внутрь монстра, но часть добычи он изрыгает в виде ярких горячих струй. Тогда ученые видят вспышку в этой системе. Материя скапливается вокруг черной дыры в течение 2-3 десятилетий, и тогда происходит выброс. В 2016 году это яркое шоу можно было наблюдать с Земли даже в любительские телескопы. Впрочем, привычка черных дыр разрывать звезды на части и пожирать их останки нам давно известна. Однако лишь недавно выяснилось, что черные дыры обладают волшебной способностью оживлять умирающие Солнца. Во всяком случае, именно такой вывод на основании своей математической модели сделали астрофизики из Южной Каролины. Их исследование показало, что черные дыры могут реанимировать белых карликов, ядра потухших в конце своей жизни звезд примерно солнечной массы. Термоядерные реакции внутри белых карликов уже закончились, но черные дыры возрождают эти процессы внутри маленьких соседей. Как все происходит? Гравитация монстра одновременно сжимает и растягивает звезду в разных направлениях. Это колоссальное давление может заново, пусть и ненадолго, запустить в звездном ядре термоядерный процесс. Но существует одна серьезная загвоздка. Для оживления белых карликов требуется монстр средней массы, только вот подобные черные дыры в космосе пока не обнаружены. Во Вселенной их пока известны 2 типа. Первые образуются в результате гравитационного коллапса умирающей звезды. Их называют черными дырами звездных масс. Это относительно небольшие объекты, примерно в 100 раз тяжелее Солнца. Кроме того, есть супермассивные черные дыры, которые тяжелее нашего Солнца в сотни тысяч, миллионы и даже миллиарды раз. Например, масса Стрельца А со звездочкой превышает солнечную примерно в 4 миллиона раз. Теоретически должен существовать и 3-й тип, где-то посередине между этими 2. Как раз такие дыры до сих пор скрываются от астрономов. Первый перспективный кандидат появился совсем недавно, но его статус еще нужно подтвердить. Открытие астрофизиков из Южной Каролины может означать, что черные дыры средней массы, вероятно, удастся отследить по предсмертным вспышкам белых карликов. Впрочем, короткое реанимирование белых карликов — лишь легкая забава для черных дыр. Некоторые из них по-взрослому зажигают звезды. В данном направлении, например, усердно работает черная дыра в сердце карликовой галактики Хенис 2.10.
Она находится в 30 миллионов световых лет от нас, в южном созвездии Компас. Это очень красивый объект с яркими голубыми звездами, красными и янтарными газовыми облаками без видимых спиральных рукавов. Однако галактика чрезвычайно маленькая и содержит всего 1/10 от числа звезд Млечного Пути. Сверхмассивная черная дыра в центре Хенис-2.10 тоже относительно небольшая. Космический телескоп Хаббл предоставил очень четкую картину связи между дырой и соседней областью звездообразования, расположенной в 230 световых годах от нее. Вот так, по гипотезе астрофизиков, возникли эти невероятные звездные ясли. Несколько миллионов лет назад горячий газ из черной дыры врезался в плотное облако звездообразования на скорости около 1,5 миллиона километров в час. Этот выброс рассеялся вокруг, как вода из шланга при ударе о кучу грязи. Теперь скопления молодых звезд выровнены перпендикулярно источению, показывая путь его распространения. Ученые считают это редким явлением. Обычно газовые облака, попавшие на путь струй, чересчур разогреваются и перестают зажигать звезды. Но в случае с менее массивной черной дырой в Хенис-2.10 и ее слабыми выбросами газ оказался разогрет именно настолько, чтобы ускорить образование новых звезд. Сами черные дыры тоже могут держаться парами. Это, наверное, самые жуткие союзы, которые только возможны во Вселенной. Но мы во время космического путешествия, конечно, не повернем назад и посмотрим на них поближе. Одну тесную компанию под названием UGC 4211 астрономы обнаружили в 500 миллионах световых лет от нас. Там две черные дыры находятся на расстоянии всего в 750 световых лет друг от друга. Увидеть их удалось с помощью наземных обсерваторий, а также данных космического телескопа Хаббл. Обе сверхмассивные черные дыры продолжают расти, и астрономы связывают это в том числе со слиянием их массивных галактик. Процесс создает благоприятные условия для увеличения монстров. При сближении галактик потоки вещества легче преодолевают угловой момент, и черным дырам проще их поглощать. В то же время, несмотря на подобную близость, не стоит ждать скорого слияния двух гравитационных монстров. Оно произойдет не ранее, чем через несколько сотен миллионов лет. Поскольку слияние галактик происходит регулярно, по всей видимости, во Вселенной существует большое количество еще более тесных пар черных дыр. Но пока ни одна из них не сравнится с союзом двух черных дыр, которые находятся в ядре эллиптической галактики B2-0402 плюс 379. Объект удален от нас на 750 миллионов световых лет. Ученые иногда в шутку называют его ископаемым, оставшимся на месте бывшего галактического скопления. Вероятно, несколько галактик слились в одну, образовав B2-0402 плюс 379, а мега-сверхмассивные черные дыры создали пару в новом объекте. Данные телескопа Gemini North на Гавайях позволили взвесить сверхмассивные черные дыры в ядре этой галактики. Их общая масса оказалась рекордной — около 28 миллиардов солнечных. Обе дыры — непревзойденные колоссы, а потому пространство-время при их вращении вибрирует и изгибается в разных направлениях. Несмотря на бурную окружающую среду, монстры мирно соседствуют в одной галактике. Они, как предполагают ученые, кружат друг вокруг друга на расстоянии всего в 24 световых года. И это рекордный показатель сближения таких объектов. После исследования супергиганты преподнесли астрономам еще один сюрприз. Оказалось, что их альянс существует примерно 3 миллиарда лет. Обычно компоненты двойной системы намного раньше заканчивают совместные пируэты, слившись в одну сверхмассивную дыру. В данном случае этого не произошло. И, как подозревают ученые, может вообще никогда не случиться. Танец черных дыр будет длиться вечно. В чем причина их бесконечного шоу? Во-первых, черные дыры, скорее всего, поглотили либо вытеснили из окружающего пространства все вещество.
Так, пара сохранила значительную часть углового момента и почти не тормозит в орбитальном движении. Во-вторых, каждый из объектов настолько огромный и массивный, что потеря энергии за счет выхода гравитационных волн у него мизерная. У ученых сложилось впечатление, что эта уникальная система вообще обладает максимально высокой стабильностью. Словом, союз на все времена, который наверняка трудно превзойти. Однако недавно астрономы заявили о существовании еще более гармоничных пар, которые даже называют идеальными. В них черные дыры находятся в фиксированном состоянии по отношению друг к другу, несмотря на увеличение границ Вселенной. Их взаимное гравитационное притяжение компенсируется расширением пространства, то есть космологической постоянной. Иными словами, границы Вселенной постоянно раздвигаются, пытаясь растащить партнеров в разные стороны, но их мощная гравитация мешает это сделать. По словам авторов гипотезы, такая сбалансированная пара черных дыр с Земли, скорее всего, будет смотреться как единый объект. Из-за этого возникнет сложность при определении, является ли он одной черной дырой или идеальной парой. Ученые считают, что их теория верна для разных типов монстров, хотя расчеты были проведены только для статичных черных дыр. Но вращающиеся, по мнению авторов исследования, также способны создавать идеальные пары. Во Вселенной даже могут существовать трио и квартеты дыр, которые находятся рядом и не сливаются. Пока некоторые пары дыр действуют в унисон друг другу, мы отправимся посмотреть союзы еще более грозных сил. Это квазары, и невозможно представить, что какое-то отважное небесное тело рискнет с ними сблизиться или объединиться. Квазарами называют активные ядра галактик, в которых находятся сверхмассивные черные дыры. Подобные монстры настолько быстрые и энергичные, что создают в своем регионе особую обстановку. Орбитальный газ и пыль вращаются вокруг них с такой скоростью, что излучают свет на всех длинах волн. Магнитное поле мощной черной дыры улавливает частицы этого вращающегося диска и посылает их вдоль своих полюсов. Астрономы видят подобные гигантские струи в радиоволнах и рентгеновских лучах. Их слепящему свету трудно найти аналог в природе, и, казалось, квазарам суждена блестящая жизнь. На самом деле у этих космических объектов яркая, но короткая судьба. Согласно новому моделированию, слишком активные черные дыры быстро убивают галактики, подавляя в них рождение новых звезд. Может ли какое-то небесное тело выжить в экстремальном союзе с безумно мощными квазарами? Давайте спросим у одних из самых удивительных звезд Вселенной, отправившись к ним в гости. Мы издалека узнаем подобные светила, потому что их окружают загадочные газовые нити. Из-за этого звезды похожи на огромные небесные шары и называются помпонными. Странную форму они получили при взаимодействии с грозными квазарами. Подлетев к ним ближе, мы увидим, как безумная гравитация вблизи сверхмассивной черной дыры квазара искажает пространство-время и создает колебания в межзвездных областях космоса. Мощные струи частиц с пылающими фонтанами вырываются изнутра монстра. Галактики с помпонными звездами сияют в миллион раз сильнее, чем, скажем, наша соседка Андромеда. Первый раз астрономы увидели эти звезды с помощью 10-метрового оптического телескопа Кека на Гавайях, когда наблюдали мерцание квазара ПКС 13-22-110. Объект находится очень близко к горячей звезде Спика. Позднее исследователи припомнили, что рядом с ярким светилом Вега тоже мигает квазар J1819 плюс 3845. Две горячие звезды, два мерцающих квазара в тесном союзе. Что это? Просто совпадение? Дальнейшие исследования показали, что никакой случайности здесь нет. Команда астрофизиков из Калифорнии пересмотрела более ранние данные о J1819 плюс 3845 и еще одном ярко мерцающем квазаре ПКС 1257-326. Они обнаружили, что последний объект находится недалеко от горячей звезды. Мерцание подобных пар, как показали исследования, вызвано некими загадочными структурами, длинными и тонкими.
Команда предполагает, что из каждой раскаленной звезды, которая находится в тесном союзе с квазаром, выходит множество нитей теплого газа. Таинственные структуры образуют нечто вроде помпонов, шарообразных украшений из ниток или пряжи. Эти странные светила находятся в скоплении холодных шаров молекулярного водорода, каждый из которых сопоставим по размеру с Солнечной системой. Такие шары, по мнению исследователей, могут датироваться временем формирования звезд или даже более ранним периодом. Со временем ультрафиолетовое излучение квазара их взрывает. В результате каждый шар образует газовую теплую оболочку и длинные нити, тянущиеся далеко в космос. На этом наше путешествие можно было бы закончить. Мы побывали в гостях у многих небесных тел, которые не боятся соседства с черными дырами. Но у вас нет ощущения, что чего-то все же не хватает? Планеты. Неужели все они обходят монстров далеко стороной? Действительно, на сегодняшний день астрономы не нашли планет возле черных дыр. Однако это не значит, что они не существуют. Но как гравитационные монстры Вселенной хотя бы теоретически могут иметь сопутствующие миры? Ученые выделяют два вида планет возле черных дыр. Давайте сначала осмотрим странные гипотетические объекты, которые называют бланетами. Они, как считается, могут формироваться вокруг сверхмассивных черных дыр, таких как Стрелец-А со звездочкой. В реальности астрономы пока не нашли ни одной бланеты, и в дальнейшем их наверняка будет невероятно трудно обнаружить. Центр Млечного Пути полон пыли, газа, ярких звезд. Там практически невозможно рассмотреть темные планеты. Однако технологии нового поколения, которые появятся в скором будущем, вероятно, могут найти бланеты, если они существуют. Сколько их может быть? Возможно, что космос просто кишит подобными небесными телами. Сейчас это кажется маловероятным, но вспомним историю космических наблюдений. Не так давно астрономы были шокированы, узнав, что миллиарды планет-изгоев проносятся через Млечный Путь. Ситуация способна повториться и в этот раз. Может оказаться, что огромная свита планет в центре нашей галактики вращается вокруг черной дыры Стрелец-А со звездочкой. Кроме этого, гипотетически могут существовать еще так называемые планеты черных дыр. Они, в отличие от планет, не образовались вокруг гравитационных монстров, а как бы перешли к ним по наследству. Большинство черных дыр появляются после сверхновой типа 2, когда взрывается звезда как минимум в 8 раз массивнее Солнца. Однако астрономы полагают, что около 30% всех черных дыр могли бы возникнуть без таких взрывов. Эти спокойные монстры, вероятно, образовались после коллапса самых массивных звезд. В пример можно привести гигантскую звезду N6946BH1 из галактики NG696. Космические телескопы Спитцер и Хаббл наблюдали, как этот гигант однажды попросту исчез из их поля зрения, что навело астрономов на мысль о его превращении в черную дыру. Но при поиске планет по соседству с подобными дырами необходимо учитывать временную шкалу. Самые массивные звезды нельзя назвать небесными долгожителями. Чем больше масса, тем больше давление, температура и скорость ядерного синтеза. Звезда с этими высокими показателями, которая невероятно сияет в небе, по космическим меркам моментально сжигает саму себя. Самые массивные и яркие из светил существуют менее 10 миллионов лет. Этого времени едва ли достаточно для того, чтобы планеты сформировались из окружающей туманности. Однако, если планеты успеют образоваться вокруг огромной звезды с коротким циклом жизни, они могут выжить. Было бы заблуждением полагать, что все они тут же исчезнут в черной дыре. Некоторые продолжат вращаться вокруг нее так же, как раньше, вокруг родительской звезды. Астрономы приводят в пример так называемые пульсарные планеты, которых открыли уже 16, поскольку пульсары также образуются после сверхновых типа 1 и типа 2, ни у одного из них после катастрофы не должно остаться планет. Тем не менее, такие объекты существуют. Если пульсары могут иметь планеты, то в теории они должны быть и у черных дыр. Если брать шире, то в рамках Вселенной возле сверхмассивных черных дыр, вероятно, существуют целые планетные системы.
В основном это касается активных ядер галактик. Газовые диски вокруг подобных гигантов выбрасывают огромное количество энергии, вызывая скопление вещества и образование тора, фигуры в форме бублика. С течением времени этот протопланетный диск становится настолько плотным, что блокирует интенсивное излучение в некоторых местах вблизи центра черных дыр. То есть теоретически там могут быть области, недоступные излучению, а потому их не испепелит жар аккреционного диска черной дыры. Планеты в подобных местах будут скорее отличаться холодным климатом. Но из чего они могут формироваться? На этот вопрос астрономы уже знают ответ. Они не раз наблюдали вокруг дыр протопланетные диски, которые в миллиард раз массивнее звездных. Из этих дисков и могли родиться целые планетные системы. Американский астрофизик Шон Реймонд решил узнать, как это может выглядеть в космосе. Он провел симуляцию и визуализировал систему из 9 звезд и 550 планет, которые дружной компанией вращаются вокруг черной дыры. По его мнению, такие системы могут иметь колоссальные размеры. Вычисления астрофизика показали, что на расстоянии в 10 световых лет от черной дыры могут формироваться тысячи планет с массой в 10 раз больше земной. Как происходит невероятный процесс рождения планетных систем в условиях мегаэкстрима? Ученые допустили, что пылевые частицы в подобных странных местах покрываются льдом и легче объединяются. На основе этого они смоделировали поведение обледенелой пыли у сверхмассивной черной дыры. Когда размер снежинок в симуляции достиг сантиметра, они стали слипаться в снежки, а затем и в большие образования. Возникло нечто вроде протопланетного облака, которое в какой-то момент потеряло стабильность и разбилось на множество планет, причем в основном намного тяжелее Земли. Планетные системы, по мнению авторов исследования, вероятно, возникнут у черных дыр в активных ядрах галактик типа Млечного Пути, чем в квазарах. Их время формирования будет чрезвычайно длинным и продлится миллиарды лет. Объекты, рожденные в столь необычных условиях, еще предстоит обнаружить. Возможно, для прямых наблюдений здесь подойдут космические рентгеновские интерферометры. При этом косвенным свидетельством существования протопланетного диска станет изменение спектров в миллиметровом диапазоне. Тем временем астрономы нашли первого кандидата в планеты-спутницы черной дыры. Только это скорее призрак из будущего, существование которого рассчитано учеными. Речь идет об объекте, который когда-то представлял собой небольшую, но фартовую красную звезду из галактики GSN 069. Она пережила сближение со сверхмассивной черной дырой и осталась цела. Хотя без последствий здесь не обошлось, и звезда претерпела первое преображение. История произошла в галактике GSN 069 на расстоянии 250 световых лет от Земли. Черная дыра в ее ядре для сверхмассивных объектов относительно легкая, однако чрезвычайно активная и потому окружена горячим диском из аккреционного материала. Вещество из диска постепенно проникает в черную дыру и увеличивает ее. Чтобы постоянно получать подпитку, дыра срывала верхние слои с красной звезды, содержащие водород. Из-за гравитационного притяжения монстра светило превратилось в маленького тусклого белого карлика, окутанного облаком газа. Это горячее звездное ядро осталось на эллиптической орбите, совершая оборот вокруг черной дыры каждые 9 часов. Астрономам уже известно, что звезда богата гелием, а вот водорода в ней не хватает. Основываясь на этих параметрах, исследователи сделали вывод, что орбита белого карлика слегка колеблется. Это колебание должно повторяться примерно каждые 2 дня. Исходя из величины рентгеновских вспышек, которые зафиксировал телескоп Чандра, также рассчитана масса звезды. Она составляет всего лишь 0,21 солнечной. Это стандартный показатель для белого карлика, но в дальнейшем он, скорее всего, продолжит терять массу из-за влияния черной дыры. Карлик изо всех сил будет пытаться уйти от своего космического мучителя, но спастись не удастся. Черная дыра продолжит пожирать жертву. Все медленнее, но без остановок. Согласно предсказанию астрономов, потеря массы белым карликом и испускание гравитационных волн приведет к увеличению радиуса и закруглению орбиты звезды.
постепенно белый карлик достигнет массы Юпитера и превратится в новый вид планеты, пока неизвестной науке. Жаль только, что это случится не раньше, чем через 1 триллион лет. Огромный срок не только для человечества, но и для Земли, Солнца, нашей галактики, Млечный Путь. Мы надеемся, что ученые найдут планету черной дыры значительно раньше. Это будет невероятное открытие, особенно если такой мир окажется обитаемым. Хотя, разве могут живые существа выдержать соседство черных дыр с их потоками смертельного излучения, губительными джетами, расправами над любой материей на своем пути? Могут, и даже будут чувствовать себя очень даже неплохо. Такую гипотезу недавно высказали несколько астрофизиков, независимо друг от друга. Американский ученый Джереми Шнитман проверил возможность выживания на фантастической планете Миллер. В фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар» она вращается вокруг черной дыры Гаргантюа. Ученый предположил, что на расстоянии более 100 световых лет от дыры теоретически существует благоприятная для жизни область. Там смертельные ультрафиолетовые и другие вредные лучи могут быть поглощены черной дырой, и это важный шаг для поддержания жизни. Для планеты черная дыра будет выступать в роли холодного светила. Несмотря на название, большинство черных дыр являются одними из самых ярких объектов во Вселенной. Газ и другая материя, падающие в них, перегреваются и излучают в космос. Но насыщенная черная дыра фактически имеет нулевую температуру, за исключением струйки частиц, высвобождаемых излучением Хокинга. Вот вам и холодное Солнце для планет. Правда, в нашем понимании жизнь прежде всего требует жидкой воды как растворителя для биомеханических реакций. Это возможно лишь при условии умеренной температуры, для чего нужна мощная энергия. Источником для прогрева планеты способно стать реликтовое излучение. Его можно назвать эхом Большого взрыва, которое охватывает всю Вселенную. Правда, средний показатель температуры реликтового излучения не превышает минус 270 градусов Цельсия, но оно может быть теплее при приближении к черной дыре, где искривляется пространство. Чешские астрофизики подсчитали, что землеподобная планета при этом сможет получать около 900 Вт полезной мощности от своего монстра. Этого хватит для поддержания жизни, но мало для ее зарождения. Жидкой воды на такой планете не будет. Однако физик Ави Лэб из Гарвардского университета обратил внимание, что ранее температура реликтового излучения была выше, чем сейчас. Например, спустя 15 миллионов лет после Большого взрыва она равнялась 27 градусам Цельсия. Этого достаточно для наличия на гипотетической планете жидкой воды и ее обеспечения 130 гигаваттами полезной мощности. Впрочем, последняя величина все равно будет в миллион раз меньше той, что Солнце обеспечивает Землю. Этот минимум тепла теоретически частично способен компенсировать свет далеких звезд. Также в поддержании температуры могут помочь частицы под названием нейтрино, которые, как считается, огромными потоками вылетают из черной дыры. Но надо учесть, что для обитаемой планеты подойдет только очень старый гравитационный монстр. В его окрестностях не будет обломков звезд и других небесных тел, которые угрожали бы существованию экзотической жизни на планете. И кто знает, не окажутся ли когда-то в выигрыше по сравнению с людьми обитатели планеты у черной дыры. В конце жизни Вселенной одна за другой погаснут все звезды, а черные дыры еще долго останутся на своих местах. Они станут последним резервным источником энергии в мироздании. Не придется ли тогда нашим потомкам тоже эмигрировать на планету вокруг черных дыр? Или перегнать Землю поближе к одному из таких монстров? Сложная задача. Хорошо, что это случится не раньше, чем через триллионы лет. У нас есть время найти планеты у черных дыр, совершить к ним космическое путешествие и узнать, как живется под лучами невероятно холодного Солнца. Мы с вами, дорогие зрители, много путешествовали по космосу и знаем, насколько мощными, порой непредсказуемыми могут быть черные дыры. Однако они удивляют нас снова и снова. Недавно в 13 миллионах световых лет от Земли
Астрономы наблюдали потрясающее зрелище. Галактику Циркуль буквально перерезал фонтан раскаленной плазмы, равного которому еще не видели во Вселенной. Этот гейзер образовала сверхмассивная черная дыра, притаившаяся в центре галактики. Она поглощает только 3% материи и газа своих жертв, выплевывая большую часть в пространство. А в 7,7 миллиардах световых лет от Земли страшная Барби сияет ярче, чем сверхновая. Так астрономы назвали струи газа, которые с бешеной скоростью мчатся по космосу. Эта черная дыра разрывает на куски звезду и запускает пылающие потоки из остатков ужасного пиршества длиною в сотни миллионов световых лет. Астрономы уже не раз фиксировали подобные расправы, ведь не зря черные дыры считаются самыми жуткими монстрами Вселенной. Но что, если мы посмотрим на черные дыры с другой стороны? Они способны миллиарды лет жить совместно со звездами, продлевать их сияние и даже оживлять светила. Как такое может быть? Давайте отправимся в наше очередное космическое путешествие, чтобы больше обо всем узнать. И сразу заглянем на огонек в одно яркое, но довольно жуткое место – к Тасманийскому дьяволу. Так ученые называют событие АТ-2022 ТСД, которое произошло в 4,4 миллиарда световых лет от нас. Однажды небо в том регионе космоса вдруг полыхнуло безумным огнем. По словам ученых, они еще никогда не видели настолько яркого света. А изучив причины явления, были еще больше ошеломлены. В небе засияла мертвая звезда. Она погибла после взрыва сверхновой. Затем в течение некоторого времени вела себя тихо и неприметно, как обычный звездный труп. А потом вдруг вспыхнула по меньшей мере 14 раз в течение 120 дней, превратившись в такое себе очень активное зомби-светило. События зафиксировали в нескольких обсерваториях, в том числе одна с самой продвинутой на сегодняшний день высокоскоростной камерой. Взрывы следовали друг за другом, как будто некая сила выпустила очередь из космического пулемета. Каждый продолжался в течение нескольких минут, превосходя по яркости своего предшественника. Последние вспышки озарили небо в 100 миллиардов раз ярче Солнца. Ученые называют Тасманийского дьявола неизвестным ранее и просто потрясающим астрономическим феноменом. У них уже есть идеи насчет того, какие процессы могли его создать. Авторы нового исследования считают, что появление АТ-2022 ТСД связано с неудавшейся сверхновой. Звезда примерно в 20 раз больше Солнца. Когда у нее закончилось топливо, для поддержания термоядерного синтеза сжалась до значительно меньшего размера. Она превратилась в черную дыру или в нейтронную звезду, но сам взрыв сверхновой не произошел. Теперь черная дыра выпускает в космос струи плазмы, которые разлетаются во все стороны. В том числе она выстреливает яркими джетами в направлении Млечного Пути. Однако явление происходит чересчур далеко от нашей галактики, чтобы нанести ей какой-то вред. Правда, есть и альтернативная теория этому явлению. Ее суть в том, что черная дыра занимается любимым видом космической охоты. Она разрывает своей безумной гравитацией звезду, находящуюся вокруг нее на близкой орбите. Это вполне в характере черных дыр – разносить на куски все, что попадается на пути. Астрономы уже наблюдали, как монстры уничтожают звезды. Однако во всех случаях дыры не выпускали целый залп мощных струй. Эту особенность поведения Тасманийского дьявола ученым еще предстоит объяснить. Сейчас исследования в этом направлении проводят физики Оксфордского университета, надеясь получить ответы на важные вопросы космологии. Например, как именно формируются черные дыры, когда умирают массивные звезды, каким образом черные дыры подтягивают к себе и разрушают светила. Недавно они узнали о новом, более изощренном способе охоты космических монстров – миллионы лет паразитирования на звездах. Вернее, внутри них. Как вам настоящий фильм ужасов, когда черная дыра проникает в сердце светила, а затем изнутри, подобно вампиру, высасывает его жизненные силы? Выдающийся английский астрофизик Стивен Хокинг
первым высказал предположение о существовании таких невероятных небесных тел. И ученые назвали подобные объекты звездами Хокинга. Черная дыра в сияющей звездной оболочке. Вы скажете, что ситуация полностью фантастическая, но не будем спешить с выводами, а лучше полетим к таким небесным телам и по пути послушаем доводы ученых. Черные дыры у нас обычно ассоциируются с чем-то неизмеримо огромным, как стрелец со звездочкой в центре Млечного Пути. Самые массивные гиганты, шутя, разрывают даже некоторые скопления звезд. Как подобный колосс может проникнуть внутрь звезды, пусть даже очень большой? На самом деле черные дыры очень разные. Астрономы обычно делят их на 3 категории в зависимости от массы: звездные, сверхмассивные и промежуточные. Диапазоны масс, определяющие каждую группу, являются приблизительными, и ученые постоянно пересматривают их границы. Но все они действительно огромные и тяжелые. Недавно космологи предположили, что существует 4-й тип – первичные черные дыры. Они должны были образоваться в первые секунды после зарождения Вселенной. Если гипотеза верна, то с подобными объектами все обстоит несколько иначе. Первичные черные дыры возникли в тот момент, когда в изначально однородном супе пространства уже образовались как бы карманы из горячего материала. Некоторые из них могли быть достаточно плотными, чтобы коллапсировать в черные дыры. Объекты получались очень разнообразными по массе. Большие дыры формировались в 100 тысяч раз более массивными, чем наше Солнце. Но рядом с ними находились и нанодырочки в 100 тысяч раз меньше, чем канцелярская скрепка. Затем, когда Вселенная быстро расширилась и остыла, условия для образования черных дыр этим способом закончились. С тех пор прошло 13,8 миллиарда лет, и космос разительно изменился, пока ученые напрямую не нашли в нем первичные черные дыры. Со временем они могли испариться из-за квантово-механических процессов на краях их горизонтов событий. Согласно теоретическим предсказаниям, объекты с массой меньше горы будут рассеиваться быстрее, чем более крупные. Это может означать, что от многих ранних дыр уже не осталось и следа. Однако сотрудники Института астрофизики Макса Планка в Германии полагают, что еще существуют маленькие первичные дыры. Обычно их масса не более чем у астероида или карликовой планеты, а размер меньше бейсбольного мяча. Модели ученых показывают, что такие объекты не редкость во Вселенной, и все они передвигаются по космосу на суперскоростях. Если подобный спринтер на всем ходу врежется в звезду, то, скорее всего, как пуля пробьет ее насквозь. Тем не менее, некоторые дыры в моделях показали себя несколько медлительными и отставали от большинства. Эти заторможенные скитальцы при столкновениях вряд ли могли пробиться сквозь звезду и застревали в ее ядре. Трудно представить, что после этого происходило со звездой. Ученые говорят, что последствия зависят от массы и размера дыры. Поначалу практически ничего не менялось. Даже плотное звездное ядро представляет собой по большей части пустое пространство. Микроскопическим черным дырам в подобных условиях трудно найти материю для поглощения, и их рост происходит чрезвычайно медленно. Чтобы съесть звезду такой малютке, может потребоваться больше времени, чем будет существовать Вселенная. Но более крупные объекты, массой примерно как астероид Церера или карликовая планета Плутон, могут поедать жертву изнутри более активно. Такие дыры значительно вырастут всего за несколько сотен миллионов лет. Значит ли это, что мы увидим звезды Хокинга изувеченными и перекошенными черными дырами? Ведь даже маленькие монстры представляют собой мощную космическую силу. Микроскопическая черная дыра, по расчетам астрофизиков, способна сравнять с Землей 2000 квадратных километров леса в Сибири и имитировать адский удар астероида. Однако она не оставит после себя видимых кратеров. Так и звезды Хокинга с крошечными первичными дырами внутри на вид ничем не будут отличаться от обычного светила. Другое дело, если в его центре окажется дыра покрупнее. Когда она вырастет примерно такой же массивной, как Земля, то начнет производить значительное количество радиации. Ядро звезды под ее влиянием будет бурлить как кипяток, и со временем светилу придется перейти на другое топливо.
оно перестанет работать за счет термоядерного синтеза, начав питаться за счет энергии черной дыры. В этом случае звезде важно не перегреться, в результате сбросив свои покровы в пространство, и она включает собственный кондиционер. Внешние слои светила для охлаждения ядра раздуваются, превращая его в красного гиганта. Мы знаем, что многие звезды, подобные Солнцу, ожидает эта участь после завершения в нем термоядерного синтеза. Но красный гигант с первичной черной дырой в центре будет немного холоднее и краснее, чем обычный. Ученые назвали такие звезды красными отставшими. Спутник Гайя Европейского космического агентства обнаружил около 500 аномально холодных звезд-гигантов, которые стали кандидатами в красные отставшие. Но как подтвердить, что внутри них находятся черные дыры? Для этого астрономы хотят настроиться на определенные частоты вибрации светила. В звезде Хокинга будет вращаться вся ее внутренняя часть, а не только самые верхние слои, как у обычного красного гиганта. В связи с этим ожидается, что она пульсирует с уникальной комбинацией частот. Такие волны ученые надеются засечь с помощью звездной сейсмологии. Наука изучает структуру светил путем исследования их пульсаций. Из этих колебаний можно извлечь информацию о внутренних слоях звезд. Подобным образом сейсмологи исследуют недра Земли по акустическим колебаниям, которые вызывают землетрясения. А пока ученые решают эти вопросы, давайте взглянем на кандидатов в невероятные звезды Хокинга. Где их можно найти? Прежде всего, у астрономов есть веские основания искать звезды Хокинга в шаровых скоплениях и ультратусклых карликовых галактиках. Об этом недавно заявили исследователи из Университета штата Иллинойс в США. Красные отставшие звезды астрономы надеются обнаружить в скоплениях Ходж-301 и SL-639. Также в кандидаты вошла двойная система 2M0056-08, которая состоит из пары красных отставших звезд с орбитальным периодом 33,9 дня. Каждая из них имеет массу примерно в 1,4 солнечной. Обе звезды, по-видимому, находятся на ранней стадии эволюции красных гигантов, однако холоднее и немного тусклее. Пара невероятно быстро вращается друг вокруг друга и отличается очень высокой магнитной активностью. Еще можно отправиться в созвездие Змееносца к огромному красному светилу М10 ВЛА-1А. Астрофизики высказали мнение, что раньше оно тоже было двумя звездами. Они мирно вращались каждая по своей орбите, пока однажды в систему не затесалась пролетающая мимо черная дыра. Из-за незваной гостьи оба компонента столкнулись и слились воедино, образовав красную отставшую звезду, а черная дыра оказалась заключена в центре нового объекта. Впрочем, астрофизики не исключают, что черные дыры находятся не только внутри красных отставших звезд. Если они крошечные, то способны проникнуть практически в любое светило, и наше Солнце не исключение. Давайте с помощью ученых представим, что бы произошло в этом случае с нашей звездой. Если бы черная дыра звездной массы поглотила Солнце, то обрекла бы его на быструю смерть. А у человечества осталось бы всего около 8 минут до наступления апокалипсиса. Хорошо, что пока это нам не грозит. Астрономы уверены, что черные дыры в ближайший миллиард лет не представляют опасности для Солнечной системы. Но как насчет далекого прошлого? Вдруг в наши края тогда забрела какая-то маленькая первичная черная дыра, врезалась в Солнце и засела внутри него. Ученые успокаивают, бояться здесь нечего. Если в центре Солнца находится черная дыра такой же массы, как планета Меркурий, мы этого не заметим, и особого вреда она светилу не нанесет. Это связано с огромной диспропорцией масс обоих небесных тел. Такая дыра, наоборот, может подарить Солнцу вторую жизнь. Благодаря ей после смерти наше светило переживет нечто вроде реинкарнации, продолжив снабжать теплом и светом все свои 8 планет. Когда через несколько миллиардов лет запасы водорода в ядре светила исчерпаются, миниатюрная черная дыра теоретически может набрать около 1% массы Солнца. Этого достаточно для перезапуска двигателя звезды на ее энергию. Заменив ядерный синтез новым топливом,
Солнце могло бы жить еще несколько миллиардов лет. Но насколько высока вероятность подобного развития событий, у ученых пока нет четкого ответа на данный вопрос. Во многом это зависит от частоты появления в Солнечной системе первичных черных дыр. Астрофизики подсчитали, что если в любой момент времени у нас в гостях находится одна из них, то вероятность ее проникновения в Солнце практически равна нулю. Наличие сотен кандидатов уже является сигналом тревоги в отношении всей этой идеи. Ведь слишком массивная первичная дыра, как мы знаем, способна поглотить нашу звезду изнутри, причем менее чем за 500 миллиарда лет. Конечно, это маленький срок, только в космических масштабах, но для нас же он бесконечен. Но все равно, согласитесь, неприятна сама мысль, что нашу звезду изнутри когда-то сожрет черный монстр. К счастью, этого не произойдет. Ученые уже основательно изучили нашу звезду и утверждают, что внутри Солнца почти наверняка нет черной дыры. Такие выводы они сделали на основании расчетов, данных и использования гелиосейсмологии. Как следует из названия, это наука о солнечных землетрясениях, которые похожи на наши земные, но гораздо сильнее. Убедившись, что с нашим Солнцем все хорошо, давайте совершим еще одну экскурсию в прошлое. Мы отправимся в раннюю Вселенную, где происходили невероятные вещи. Там гигантские звезды сами создавали внутри себя огромные черные дыры и пользовались ими в качестве двигателей. Эти объекты ученые назвали квазизвездами, равных которым по яркости и величине нет в нашем мире. Стивенсон 2.18 – красный сверхгигант в созвездии Щита. Находится на расстоянии примерно в 19 тысяч световых лет от Земли. Он считается самой большой и мощной звездой в нашей галактике. Ее светимость в 437 тысяч раз выше солнечной, а радиус больше в 2150 раз. Наше Солнце и этот гипергигант выглядит просто как шарик для настольного тенниса по сравнению с самым большим мячом. Но точно так же, как Солнце, Стивенсон 2.18 смотрелся бы на фоне какой-нибудь квазизвезды. Только подобных монстров давно уже нет в нашем небе. Что же это за мегагиганты и куда они делись? Квазизвезда или звезда черной дыры – это гипотетическое, чрезвычайно массивное и яркое светило. На заре мироздания большая часть космоса состояла из водорода и гелия, без примесей тяжелых элементов. Это позволяло протозвездам набирать невероятную массу, но не взрываться сверхновыми, как современные гипергиганты. Когда материя в их ядре сжималась до критических значений, она коллапсировала в черную дыру. В отличие от современных светил, квазизвезды не питались за счет ядерного синтеза. Гиганты использовали энергию материи, которая выделялась при падении материи в черную дыру. Если бы в составе квазизвезд были более тяжелые элементы, они запустили бы термоядерный синтез, и черные дыры не возникали. Выброс энергии дыры из центра квазизвезды противодействовал силе гравитации, создавая равновесие. Процесс подобен тому, как современные звезды удерживают равновесие с помощью термоядерного синтеза. В противном случае безумное излучение черной дыры начало бы выбрасывать в космос ее внешние слои. У квазизвезд атмосфера достаточно массивна, чтобы поглотить образовавшийся всплеск энергии. Квазизвезды также могли образоваться из гало-темной материи, втягивающих огромное количество газа под действием гравитации. Этого невидимого вещества хватило бы для формирования гигантов массой в сотни тысяч солнечных. Никто, конечно, не видел колоссальные звезды далекого прошлого, однако с помощью моделей ученым удалось кое-что о них узнать. Подобные гиганты были в десятки тысяч раз больше Солнца. Их диаметр зачастую составлял более 10 миллиардов километров, что более чем в 7 тысяч раз больше диаметра нашего светила. Поглощая излучение черной дыры, квазизвезды, по расчетам ученых, раскалялись более чем до 10 тысяч градусов Цельсия. Если бы мы могли отправиться в путешествие к такой звезде в прошлое, то увидели бы ее издалека. Монстр сиял бы в небе так же ярко, как целая галактика.
По мере того, как квазизвезда со временем остывала, ее внешняя оболочка становилась прозрачной. Предельная температура охлаждения составляла 4000 градусов Цельсия. Затем динамическое равновесие нарушалось, и объект быстро рассеивался. После него оставалась лишь черная дыра промежуточной массы, больше звездной, но меньше сверхмассивной. Предполагается, что черных дыр промежуточной массы во Вселенной значительно меньше, чем других. Поскольку механизмы их формирования не совсем понятны, пока ученые не дают ответ, почему дыр со средней массой так мало. Однако мы можем во время космического путешествия с ними познакомиться. Так, суперяркий источник рентгеновского излучения HLX-1 представляет собой кандидата в черные дыры промежуточной массы. Он расположен в линзовидной галактике ESO 24349, примерно в 290 миллионах световых лет от Земли, и равен приблизительно 20 тысячам солнечных масс. Есть еще один вид гипотетических светил, которые связаны с темой нашего космического путешествия. По сравнению со звездами Хокинга и квазизвездами, эти невероятные небесные тела можно назвать перевертышами. В их сердце нет черной дыры. Они сами живут внутри этих монстров и чувствуют себя прекрасно. Такие звезды выявлены при моделировании физиками Франкфуртского университета и названы гравитационными вакуумными или гравизвездами. Ученые задались вопросом, что происходит с огромным количеством звездной материи и энергии, которые заглатывают черные дыры. Считается, что внутри этих объектов вещество сжимается все больше и больше, а затем превращается в сингулярность, максимально маленькую и плотную точку. Однако парадокс в том, что при подобном сценарии материя не может испаряться обратно, сияя излучением Хокинга. Тогда ученые предположили, что звезды продолжают жить внутри черной дыры. Только они состоят из конденсата темной энергии, окруженной оболочкой из обычной материи. Темная энергия помогает этим светилам противостоять безумной гравитации черной дыры. Однако эта модель не объясняла, как оболочки вакуумных звезд могут противостоять давлению самой темной энергии. Ученым удалось обойти этот момент, разработав новую версию гравизвезды. Она еще более удивительна, поскольку представляет собой некое подобие матрешки из нескольких гравизвезд, вложенных одна в другую. Авторы называют подобный объект нестаром. Вместо одной оболочки он имеет несколько слоев, которые разделены темной энергией. Нестар показал себя в моделях стабильным объектом, поскольку напряжение темной энергии в нем уравновешено весом оболочек. Мы, конечно, не сможем увидеть эти звезды внутри черной дыры, хотя это было бы самым удивительным зрелищем во Вселенной. Из-за невероятной гравитации черных дыр заглянуть внутрь них невозможно. Так что гравизвезды пока доступны только в симуляциях ученых. К тому же сама версия требует длительных проверок и множества дальнейших исследований. Ученые Франкфуртского университета намерены развивать свою гипотезу. В результате они рассчитывают не только подтвердить существование звезд Нестар, но и найти ответы на важные вопросы гравитационной физики. Невероятные союзы звезд с черными дырами в очередной раз показывают, насколько разнообразен и непредсказуем наш мир. Они открывают перед нами, космическими путешественниками, возможность познакомиться с новыми, невероятными объектами Вселенной. А ученым такие звезды помогают больше узнать, как со временем менялось мироздание и насколько широки его возможности сейчас. Исследователи продолжают составлять модели, чтобы определить последствия попадания черной дыры в звезды различной массы и состава. Также большие надежды в решении этих вопросов они возлагают на обсерватории будущего, такие как Плато. Это орбитальный телескоп нового поколения Европейского космического агентства, который планируется запустить в 2026 году. Благодаря продвинутым камерам и другому оборудованию, зрение Плато будет уникальным. Оно поможет телескопу рассмотреть в небе самые яркие светила. Как раз то, что нужно для поисков звезд Хокинга, квазизвезд, нестаров и других невероятных диковинок нашего мироздания.
Вы знаете космический адрес нашей Солнечной системы? Галактическая нить Персея-Пегаса, комплекс сверхскоплений Рыб-Кита, Ланиакея, сверхскопление Девы, местная группа галактик, галактика Млечный Путь, рукав Ориона. Длинно и сложно? Далекая окраина, которая вряд ли чем-то интересна? Так может подумать некий гипотетический турист из центра галактики. Но он сильно ошибется. На самом деле в Солнечной системе есть чем привлечь даже самых требовательных гостей. Кому бы не хотелось, к примеру, увидеть хвостатую планету. Это наш Меркурий. За ним тянется след из атомов натрия, унесенных с поверхности солнечным ветром. Со стороны это похоже на шлейф, характерный для комет. Чтобы его увидеть, придется сделать снимок при помощи телескопа со специальным фильтром. И еще подобрать время, когда хвост наиболее яркий при самом ближнем подходе Меркурия к Земле. В Солнечной системе можно запечатлеть много не менее живописных мест. Большинство астрономов вообще считают ее неповторимой. А что, если мы составим туристический проспект, показав уникальность нашего мира? Заодно условно полистаем буклеты других звездных систем. Какие предложения встречаются чаще всего? И где искать подобные фишки, способные привлечь космических путешественников с Земли? Наш туристический проспект о Солнечной системе стоит начать, вернувшись к последним строкам ее космического адреса, то есть рукаву Ориона Млечного Пути. Это далеко от центра галактики, где очень неспокойно. Там, примерно в 26 тысячах световых лет от Земли, расположена огромная черная дыра, в 4 миллиона раз превышает массу Солнца. Все космические тела, до которых гигант может дотянуться своей безумной гравитацией, он затягивает в свое нутро. Вокруг черной дыры образуется раскаленный аккреционный диск из газа и пыли, которые в процессе уничтожения жертвы она не поглотила. Временами дыра выпускает в космос фонтаны раскаленной плазмы со скоростью, близкой к световой. При этом выделяется колоссальное количество энергии на сотни световых лет вокруг. Другое дело область галактики, в котором расположена наша звезда. Если бы существовал рейтинг космического отдыха, как у курортов на Земле, то Солнечная система наверняка заняла бы первую строку. Она выбрала самое спокойное место в Млечном Пути. В нашем спиральном рукаве сравнительно мало звезд. Рядом нет горячих газовых туманностей, сверхновых и огромных черных дыр. Наш галактический регион практически избавлен от крупных катаклизмов. Космические путешественники могут спокойно перемещаться по Солнечной системе, не боясь ударов извне. Да и внутренние небесные тела вряд ли испортят отдых, создав зону хаоса и турбулентности. Солнечная система стабильна во многом потому, что в ней одна звезда. Это будет следующей страницей нашей рекламы. Мы привыкли думать, что единственное светило в небе является нормой. Но на самом деле не так. Примерно половина звезд вращается в бинарных системах, а в некоторых их 3 или еще больше. Есть даже такая, где сразу 7 светил. На поверхность гипотетической планеты невероятного звездного содружества свет поступал бы справа и слева, сверху и снизу. Потоки лучей лились бы сразу с 7 сторон. Согласитесь, это трудно вообразить. Но именно так, скорее всего, выглядит небо в системе Нью-Скорпиона из созвездия Скорпиона. Все 7 обитателей странной звездной коммуналки вращаются не слишком далеко, на расстоянии 470 световых лет от Солнца. Однако их орбиты астрономам нелегко изучить, потому что в регионе полно пыли и газа, там рождается много звезд. Все вокруг бурлит, и 7 звездам очень сложно в этой среде удержаться вместе с помощью своей гравитации. Ученые считают, что Нью-Скорпиона нестабильная система, она вполне может распасться. Там вряд ли могут сформироваться планеты, по крайней мере, о них на сегодняшний день неизвестно. И у космических туристов мало шансов полюбоваться с какой-либо поверхности на 7 одновременных восходов или закатов. Более стабильным системам с меньшим количеством звезд легче обзавестись планетами. Но и там светила зачастую оказываются неблагосклонны к тем, кого они породили. Это показало новое исследование ученых из университета Монаша и Национального института астрофизики в Италии.
Раньше считалось, что двойные звезды образованы из одинакового материала, поэтому должны быть химически идентичны. Вопреки предыдущим выводам, исследователи выявили различия состава желтых карликов, изучив 107 бинарных систем. Они подозревают, что это вызвано поглощением планет, которые существовали вокруг звезд. По их подсчетам, желтые карлики в бинарных системах завлекают в свои гравитационные сети и заглатывают собственные планеты с вероятностью 20-35%. Мы тоже, возможно, могли оказаться в двойной системе и жить под постоянной угрозой стать жертвой непомерного аппетита светил. По одной из теорий, на заре своей жизни Солнце имело компаньона. Ученые сделали свое предположение, исследовав целый детский сад молодых звезд созвездия Персея в 600 световых лет от Земли. Результаты показали, что все желтые карлики, вероятно, рождены из облака в форме яйца вместе со своим партнером. Скорее всего, так было и с Солнцем, при этом оно притянуло львиную долю пыли и газа, оставив вторую звезду темной и чахлой. Когда Солнце взорвалось, близнеца, вероятно, отбросило далеко за пределы системы. Однако время от времени он ухитряется до нас добраться в надежде хоть немного отомстить. По мнению астрофизиков из Калифорнийского университета, раз в несколько миллиардов лет близнец проникает через ледяные внешние границы Солнечной системы и какое-то время кружит на ее окраинах. От его движения пространство вокруг сильно штормит, и волны распространяются по всей системе. Они, предположительно, несколько раз вызывали массовые вымирания различных видов животных на Земле. Одно из таких возмущений космического пространства привело к удару по нашей планете огромным астероидом. Невероятный по силе взрыв вызвал климатический коллапс, который не смогли пережить динозавры. Возможно, по нашим понятиям, близнец имеет право на месть, ведь Солнце поступило с ним очень жестоко. Но без него планетарная система стала более устойчивой, находясь под действием сил тяготения только одной звезды. И это не единственное преимущество нашего светила, которое может стать ему отличной рекламой. Солнце достаточно долговечный желтый карлик. Его продолжительность жизни составляет около 10 миллиардов лет. Времени вполне хватит, чтобы родились планеты и сформировали систему с устойчивой архитектурой. Также важно, что Солнце — звезда с равномерным свечением, и не слишком большая, и не чересчур горячая. Она излучает именно столько света и выдерживает такое количество тепла, чтобы не вносить хаос в систему и даже поддерживать жизнь на Земле. Наши условия не сравнить с той неблагоприятной и порой даже жуткой обстановкой, которую создают многие другие светила вокруг себя. Одним из самых жестоких к окружающей среде можно назвать R136A1 из звездного скопления R136. Оно вращается в огромной туманности NGC 2070 или Тарантул в Большом Магеллановом облаке. Это самая тяжелая и яркая из известных звезд во Вселенной, которая относится к типу Вольфа-Райя. По самым оптимистичным оценкам, она в 8,7 миллионов раз больше Солнца. Несмотря на невероятный размер, звезду трудно увидеть под плотным покрывалом газа и пыли даже в мощный телескоп. Но астрономов приводит в восторг таинственный флуоресцирующий свет туманности вокруг звезды и замысловатые волокнистые структуры с пузырями из газа, которые создает звездный ветер. Однако, несмотря на красоту окрестностей, жизнь в системе R136A1 невозможна из-за чрезвычайно интенсивного ультрафиолетового излучения. Температура фотосфер звезд Вольфа-Райя составляет в среднем 50 тысяч градусов Цельсия, но может достигать и 210 тысяч. Жар R136A1 порождает настоящие бури, и звезда быстро теряет большое количество вещества. Из-за этого срок существования таких массивных светил очень мал. Он составляет всего несколько миллионов лет. Данные условия вряд ли подходят для создания планетной системы вокруг R136A1. Для светил наподобие Солнца потеря массы вследствие звездного ветра не играет существенной роли и почти не влияет на продолжительность жизни. Наша звезда лишилась лишь 1/1000 своего вещества за почти 5 миллиардов лет. Солнце спокойно и уверенно движется по небосводу, что может привлечь любителей комфортного отдыха.
Правда, так было не всегда. Кроме предполагаемой истории со звездой-близнецом, о которой мы уже рассказали, в жизни Солнца, возможно, были и другие, не менее бурные моменты. Ученые США, Китая и Великобритании заявили о том, что в ранней Солнечной системе 4 миллиарда 567 миллионов лет назад могла существовать огромная брешь. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав состав древних метеоритов. Разрыв образовался в результате каких-то космических катаклизмов. Он находился недалеко от нынешнего пояса астероидов. Постепенно, в течение тысячелетий, пробоина затянулась, и наш мир принял нынешний вид. Но, как бы то ни было, в целом прошлое у Солнечной системы было достаточно тихим и мирным. Этого не скажешь о всех желтых карликах. Так считают ученые из университета Монаша и Национального института астрофизики в Италии. По их словам, даже у одиноких звезд, похожих на нашу, а не только в бинарных системах, планеты нередко падают на светило. В 2023 году впервые подобная катастрофа зафиксирована на расстоянии 12 тысяч световых лет от Земли. Астрономы из Калифорнийского технологического института и Массачусетского технологического института наблюдали, как солнцеподобная звезда ZTF SLRN 2020 поглотила газового гиганта размером с Юпитер. Теперь светило в одиночестве вращается в космосе. Наше Солнце, в отличие от прожорливых соплеменников, сумело сохранить свою планетную систему. И она самая крутая из всех, которые нам известны. Прежде всего потому, что в ней 8 планет. Это настоящий рекорд. Астрономы открыли уже 3224 звездных системы, из них только 714 имеют более одной планеты, но, как правило, их не более 2-4. Правда, иногда бывает 5 и 6, а в 2016-2017 годах обнаружен тусклый красный карлик Тропист-1 в созвездии Водолея на расстоянии 39,5 световых лет от нас. В его систему входит 7 сравнительно прохладных планет, размером сопоставимых с Землей. Они выбрали себе место буквально вплотную к звезде, теснясь на территории примерно как между Солнцем и Меркурием. Однако красный карлик относительно прохладный и вряд ли испепелил поверхность планет своим жаром. 3 из них астрономы даже включили в обитаемую зону Тропист-1. Сейчас исследователи проверяют еще 2 звездных кандидатов на наличие в их системе 7 планет. Но в любом случае, это все равно будет меньше, чем в Солнечной системе. Хотя ее уникальность скорее даже не в количестве планет. Наше Солнце ухитряется удерживать всех своих сателлитов практически на круговых орбитах, обеспечивая стабильность системы. И планеты помогают в этом светилу гравитационным взаимодействием друг с другом. Эксцентриситет – мера того, насколько круговой является орбита. У Земли составляет 167 сотых. Самым высоким показателем обладает Меркурий – 0,2. У Венеры и Нептуна он наиболее низкий – 68 тысячных и 112 сотых соответственно. Эксцентриситет у всех планет лишь незначительно увеличивается и уменьшается в течение сотен тысяч лет из-за их гравитационного воздействия. В системах с немногочисленными планетами их взаимного притяжения не хватает, чтобы округлить орбиту. Они чаще всего вращаются по эллипсу, иногда просто безумно растянутому вокруг звезды. Так огромный газовый гигант HR 5183b, расположенный в 102 световых годах от нас, обладает орбитой, похожей на яйцо. Астрономы называют его путь вокруг звезды кометообразным. По крайней мере, в нашей Солнечной системе небесные камни, как правило, двигаются именно по такой яйцеобразной орбите. Чтобы совершить один оборот вокруг своего коричневого карлика, HR 5183b требуется 77 лет. Это целая человеческая жизнь. Представим на минуту, как бы мы чувствовали себя на такой планете. Одна очень долгая весна, а затем лето, осень и зима. Вероятно, нам пришлось бы намного хуже, чем на Земле. Но как планета приобрела такую необычную орбиту? Ученые думают, что у HR 5183b когда-то была соседка аналогичного размера. Когда-то 2 планеты подошли достаточно близко друг к другу, компаньонка вытолкнула HR 5083b дальше от звезды на орбиту в форме яйца.
Наши же все 8 планет не только имеют круговые орбиты, но еще и удивительно четко выстроены вокруг Солнца. Подобного нет ни в одной известной астрономам звездной системе. Так что эту уникальную особенность мы обязательно включим в наш условный рекламный проспект для туристов из других миров. Хотя для себя вряд ли почерпнем из этой информации что-то особенное. Хорошо известно, что в Солнечной системе есть 4 внутренние планеты, расположенные ближе всего к звезде. Они так называемой земной группы, с твердой поверхностью, по которой можно ходить или сажать на нее космические аппараты. 4 внешние планеты представляют собой огромные газовые и ледяные небесные тела. Внутренние и внешние небесные тела разделяет пояс астероидов. Благодаря этому кольцу космических камней и круговым орбитам внешние гиганты не вызывают возмущения в движении внутренних планет земной группы. А вот в других звездных системах большинство огромных планет вращается по орбитам, опасным для меньших соседей типа Земли. Гиганты Солнечной системы, наоборот, защищают внутренние планеты от комет и астероидов. Они захватывают или отклоняют опасные космические объекты своей гравитацией. Потому до нас их долетает очень мало. Особенно важна в этом роль Юпитера. Газового гиганта стоит включить в особый раздел достопримечательностей Солнечной системы. Начнем с того, что Юпитер в 11 раз больше Земли. Это очень много. Если представить Юпитер размером с баскетбольный мяч, то наша планета окажется не больше виноградины. Однако не это делает планету уникальной. Собственно, астрономы уже обнаружили газовых гигантов намного больше Юпитера. Недавно с помощью телескопа Субару в 170 световых годах от Земли найдена массивная планета в 13 раз больше него, которая вращается вокруг звезды Кара Андромеды. Неудивительно, что ее назвали Супер-Юпитером. А вот полное отсутствие небесных тел внутри орбиты Меркурия и расположение массивного Юпитера на значительном удалении от Солнца действительно необычно. Но вы наверняка спросите, при чем здесь Меркурий? На самом деле эти два явления связаны между собой. И вот почему. Раньше астрономы считали, что планеты Солнечной системы сформировались на своих нынешних орбитах. Вблизи от горячих молодых звезд единственными возможными строительными материалами для них стали силикаты и металлы. Они подходят для относительно небольших твердых планет. Вдали же от звезд, где есть газ и лед, рождались газовые и ледяные небесные тела. Однако позже газовые гиганты были найдены очень близко от своих светил. Но температуры там слишком высоки для возникновения подобных планет. Планетолог из штата Колорадо Кевин Болш считает, что такие горячие Юпитеры, вероятно, сформировались дальше от звезд, а затем постепенно мигрировали ближе к ним. Нечто подобное произошло и с Юпитером, только в конечном итоге он избежал крепких объятий светила. Наш газовый гигант совершил зигзагоподобный маневр, как в парусном спорте. Сначала планета приближалась к Солнцу, а затем начала удаляться от него, подобно лавирующей яхте. Это произошло, когда Солнечной системе исполнилось только несколько миллионов лет, и она все еще была наполнена газом. Вот так Юпитер выполнил свой сложный маневр. По мере вращения гиганта вокруг Солнца, газ с внешней стороны орбиты подталкивал его ближе к светилу. Позже за пределами Юпитера сформировался Сатурн. Это привело к возмущению газов, и центростремительное движение Юпитера прекратилось на расстоянии примерно в 1,5 астрономические единицы от Солнца. Там на него продолжили оказывать давление газа с внутренней стороны орбиты, отталкивая дальше от Солнца. Поскольку с внешней стороны давить на планету было уже нечему, она отошла на свое нынешнее место в 5,2 астрономических единиц от звезды. Подобная гипотеза объясняет многие ранее непонятные феномены Солнечной системы. Например, почему Марс имеет свой нынешний размер. В предыдущих моделях выходило, что Красная планета должна быть крупнее, чем в действительности. Однако Юпитер во время своего лавирования оттянул у Марса часть газа и материи и не дал ему разрастись. Симуляция большого отклонения газового гиганта также предполагает возникновение пояса астероидов, причем очень сходного с тем, что мы наблюдаем в Солнечной системе в реальности, с сопоставимыми массами, орбитами и составом небесных тел. Ну, при чем здесь все-таки Меркурий? Чтобы это узнать, вернемся к началу лавирования газового гиганта. Компьютерные симуляции показывают, что оно было далеко не мирным и спокойным. Во внутренних регионах системы Солнце раскачивало и притягивало
притягивало Юпитер, который из-за резких колебаний крушил все на своем пути. Он проходил по области, заполненной газом, пылью и наполовину сформировавшимися планетами, так называемыми планетиземалями диаметром до 1000 километров. Юпитер расталкивал планетиземали, которые вдребезги разбивались друг от друга. Обломки нерожденных планет, каждый размером примерно с километр, окружающий газ сталкивал прямо в пылающее горнило Солнца. После того, как Юпитер вернулся во внешние регионы Солнечной системы, из оставшегося космического мусора сформировались Земля и другие небольшие каменистые планеты. А вот у самых близких к светилу из-за хаоса, посеянного газовым гигантом, не было шансов на выживание. Именно потому внутри орбиты Меркурия сейчас нет никаких небесных тел. Ну а Юпитер на новом месте превратился из носителя смуты в главного защитника внутренних планет. Его сильная гравитация выталкивает большинство крупных космических тел за пределы Солнечной системы, а более мелкие он, как огромный пылесос, всасывает в свою атмосферу. Правда, иногда Юпитер тоже направляет к Земле какую-нибудь комету или астероид, но их количество ничтожно мало по сравнению с тем, сколько он берет на себя. Еще в компании с Венерой время от времени газовый гигант пытается подпортить земной климат. Каждые 405 тысяч лет гравитационные колебания между Землей, Венерой и Юпитером приносят нам аномально холодные зимы и жаркое лето. Засухи становятся небывало сильными, а дожди вызывают постоянные потопы. Хотя все же, согласитесь, защитная функция Юпитера для нас намного важнее. Плохую же погоду, которую эта уникальная планета приносит нам так редко, мы как-то перетерпим. А пока посмотрим внимательнее на другие планеты Солнечной системы. Мы не будем останавливаться на нашей Земле. Высоко развитая жизнь, понятно, делает ее невероятно привлекательной для космических путешественников из других миров. Но нашим соседям тоже есть что показать. Одним из шедевров можно назвать кольца вокруг планет. Во время их формирования некоторые частицы газа и пыли находились слишком далеко от ядра планеты. Они остались в свободном полете на орбите, образовав кольца. Правда, на этот счет есть еще одна интересная идея. Короны планет могут быть слеплены из частиц их спутников, которые сошли с орбит, столкнулись между собой и взорвались. Своими яркими, великолепными кольцами больше всего привлекает Сатурн. Их 7, но при взгляде издалека они кажутся единым целым, составляя огромную корону. Она единственная в планетной системе отражает солнечный свет, и потому особенно эффектна. Зато Уран можно назвать чемпионом по количеству колец, которых у планеты 13, и все отчетливо видны. Внутри этих образований в телескоп можно заметить маленькие камешки и большие глыбы, длина которых может достигать 1 метра. А вот Юпитер, хотя и самый большой в Солнечной системе, от космических соседей отстает. У него довольно слабая система колец, которую нельзя наблюдать невооруженным глазом. Даже на четких снимках газового гиганта телескопов они практически не видны. Эти размытые кольца лишь в 1979 году обнаружил космический зонд Voyager 1. У Нептуна тоже слабые кольца, и их просто так не рассмотреть. Для этого нужно специальное оборудование и телескоп, обладающий достаточной мощностью. Интересно, что венец планеты создан в результате действия магнитосферы Нептуна и состоит из силикатов, льда, а также некоторых органических соединений. Потрясающие короны планет – только одна из многочисленных достопримечательностей нашей звездной системы. Пролетая по ней, гостей из космоса наверняка поразит Уран. Обычно планеты вращаются вокруг своей оси под небольшим углом, а он движется словно лежа на боку. К тому же его плоскость экватора наклонена к плоскости орбиты под углом в 97,86 градуса. Ученые не могут точно сказать, почему так происходит. Самой логичной на сегодняшний день считается версия о столкновении планеты с другим небесным телом, развернувшим ее ось. Но странное положение не лишает его достопримечательностей, как другие планеты. Например, великолепных полярных сияний. Правда, у нас нет монополии на эти красочные шоу в масштабе Вселенной. Красный карлик YZ Кита, скорее всего, имеет очень близкую экзопланету YZ Кита b. Астрономы считают, что на ней есть полярные сияния, а коричневый карлик LSR J1835 плюс 3259 из созвездия Лиры в 18,48 световых годах от Земли своими силами
создает невероятно мощные авроры. Сияние на полюсах светила по интенсивности и яркости излучения в 10 тысяч раз превосходит юпитерианские, которые являются самыми мощными в Солнечной системе. Но в чем тогда уникальность наших аврор? Просто они есть на каждой из планет Солнечной системы. И не только. Небо сияет от таких огней на спутниках Юпитера Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Даже на комете Чурюмова-Герасименко в 2014-16 годах исследовательский корабль «Розетта» наблюдал авроры. Какие только феерические огни при этом не рассвечивают небо. Красные, зеленые, синие, высотой до 1200 километров. Сконцентрированные на полюсах и растянутые по атмосфере. Туристов из другого мира явно не оставит равнодушным их многообразие и красота. Еще более богаты планеты Солнечной системы разнообразными спутниками. Их нет только у Меркурия и Венеры. Зато некоторые небесные тела окружили себя целой свитой лун. Так у Юпитера 95 спутников. Один из них — Ганимед, самый большой в Солнечной системе. Его диаметр составляет 5268 километров. То есть он всего на 8% меньше Меркурия. Космический аппарат «Галилео» даже обнаружил на этом мегаспутнике магнитное поле и большой подземный океан. Но рекордсменом по количеству таких небесных тел все же является не Юпитер, а Сатурн. У него астрономы насчитали 145 лун. Большинство из них, по мнению астрономов, служат добрую службу для своих планет. Возьмем для примера наш единственный природный спутник — Луну. Как известно, она оказывает большое влияние на земную жизнь. Сила притяжения Луны вызывает морские приливы и отливы. Есть мнение, что эти колебания определяют направление океанических течений, играющих важную роль в создании климата на планете. А при движении Земли вокруг Солнца ее ось вращения сохраняет почти постоянное направление в пространстве, благодаря притяжению Луны. Если бы не это, угол наклона земной оси за длительные периоды сильно изменился бы, возможно, даже на 85 градусов. Еще хуже оказалось бы отсутствие наклона у земной оси, тогда наша жизнь стала бы серой и прозаичной. Мы никогда не увидели бы восхитительных изменений в природе, связанных со временами года. Не было бы у нас и благодатных ливней, потому что количество осадков резко бы сократилось. И еще температура, которая сохраняется благоприятной для жизни благодаря наклону земной оси, достигла бы смертельно высоких или низких показателей. Стабилизирующее действие Луны ученые объясняют тем, что она относительно большой спутник для Земли по сравнению с соотношением размеров других лун и их планет. В Солнечной системе, как мы показали в нашем рекламном проспекте, действительно много интересных мест и неповторимых явлений. И их перечень можно еще долго продолжать. Однако некоторые ученые считают, что нашу планетную систему все же нельзя назвать уникальной. По крайней мере, рано делать окончательные выводы, поскольку поиск экзопланет лишь начинается. Только в Млечном Пути насчитываются сотни миллиардов звезд. По мнению ученых, 1% из них может походить на Солнце и иметь планетарную систему. И это сотни миллионов. Вряд ли подобная статистика дает основания считать наш мир редкостью. Просто системы, сходные с нашей, при современном развитии технологий астрономам труднее зафиксировать. В частности, экзопланеты диаметром меньше земного пока еще часто находятся вне пределов чувствительности телескопов. А поиск более крупных планет, схожих с газовыми гигантами Солнечной системы, требует длительных наблюдений. Сейчас самым актуальным является метод транзитной фотометрии. Его суть состоит в фиксировании падения яркости звезды, когда экзопланета проходит между ней и телескопом. Но орбиты многих небесных тел отдалены от своей звезды, очень велики. Даже наш Сатурн совершает полный оборот вокруг Солнца аж за 29 лет. Так что астрономам придется ждать несколько десятилетий, прежде чем они смогут обнаружить его транзит. Впрочем, это, можно сказать, одно мгновение по сравнению, например, с экзопланетой 2MASS J2126-8140 в 102 световых годах от Земли. Она вращается в созвездии Октант
на безумном расстоянии в 6900 астрономических единиц от своего маленького красного карлика. Ее оборот по орбите тоже составляет немыслимое время – около миллиона лет. Конечно, найти такие небесные тела при современном развитии технологий практически невозможно. И все же астрономы уже познакомили нас с более чем 5000 самых разных экзопланет. Чтобы мы увидели, листая гипотетические рекламные проспекты этих планетных систем. Одна страница, другая, третья и никакого разнообразия. В рамках каждой системы планеты по размеру похожи, как горошины в стручках. Астрономы еще более 10 лет заметили такую закономерность с помощью телескопа Кеплер. У чужих звезд планеты обычно напоминают друг друга по размеру и массе. В нашем мире это правило не действует. Юпитер имеет диаметр 142 984 километров, а крошечный по сравнению с ним Меркурий — 4880 километров. То есть они отличаются почти в 30 раз. Конечно, и в системах наподобие гороховых стручков есть незначительная разница. Их положение в зависимости от размера и близости к звезде международная команда исследователей разделила на 4 класса. К первому, упорядоченному, относится наша Солнечная система. В ней по мере удаления от звезды масса планет увеличивается. Маленькие и каменистые вращаются рядом с Солнцем, а большие газовые с ледяными в отдалении. Ученые считают, что это самый редкий класс из всех 4. Остальные 3 они классифицировали как подобные упорядоченным, антиупорядоченные и смешанные. В подобных упорядоченным системах по мере удаления от светила планеты становятся больше и массивнее. Только в космическом масштабе они все настолько мало отличаются друг от друга, что сразу и не заметишь. Как в системе ярко-желтого карлика Бета Пикторис, похожего на Солнце, в 63 световых годах от Земли. В отличие от нашей звезды, ему всего 12 миллионов лет, тогда как Солнцу 4,6 миллиарда, и эта температура составляет 5505 градусов Цельсия, а поверхность юного желтого карлика раскалена до 7783. Бета Пикторис буквально сияет в небе в 8,7 раз ярче Солнца. При хорошей погоде вы можете увидеть звезду невооруженным глазом и даже рассмотреть ее знаменитый пояс – плотный диск из космических обломков, газа и пыли. К слову, для нас этот пояс представляет собой не только чудесное зрелище, но и реальную опасность. Считается, что именно из него Бета Пикторис посылает в Солнечную систему основной поток межзвездных метеоритов. Конечно, подобные проделки вполне закономерны для столь юного светила. Но вот то, что оно успело сформировать 2 планеты, стало неожиданностью для астрономов. Сначала они нашли Бета Пикторис b, которая в 11 раз массивнее Юпитера. Эта огромная экзопланета облюбовала себе уголок подальше от своего горячего и неспокойного желтого карлика на расстоянии 9,1 астрономических единиц. Примерно настолько же Сатурн удален от Солнца. Но на Бета Пикторис b жарко, как в настоящем аду. Температура на экзопланете составляет примерно 1327 градусов Цельсия. Такого, по мнению астрофизиков, быть не должно. Хотя юная звезда очень горячая, Бета Пикторис b находится от нее достаточно далеко, чтобы не разогреваться как печь. Ученые склоняются к версии, что планета накапливает тепло благодаря своей огромной массе и плотному пылевому покрывалу вокруг. Позже найдена внутренняя планета в системе желтого карлика Бета Пикторис c. Она тоже огромна, в 9 раз массивнее Юпитера и в 1,12 раза превышает его в радиусе. Но, как мы видим, внутренняя планета несколько меньше внешней. В смешанных системах планеты выстраиваются вне зависимости от размера и массы по отношению к звезде. И такие хаотичные миксы являются самым распространенным во Вселенной. По оценкам ученых, в их число входит примерно 8 из 10 планетарных систем. Примером опять же может служить Тропист-1. В этой густозаселенной системе по сравнению с внутренней планетой следующая меньше, но массивнее. Третья же отстает от соседок и по массе и размеру. Не будем заглядывать дальше, все равно не найдем в системе никакого порядка по этим параметрам. Такая же архитектура у яркого, прохладного красного карлика L9859 из созвездия Воланца, который вращается буквально у нас за углом в 35 световых годах от Земли. У него обнаружено 4, а возможно и 5 планет, расположенных очень близко
близко к своей звезде. Сутки в тех странных мирах пробегают буквально за минуты, год же длится всего несколько дней. Ближе всего, буквально под руку со светилом, нашла себе место экзопланета L9859b. Ее радиус составляет 0,8 земного, а масса 0,40–0,16. Дальше расположена L9859, которая чуть крупнее соседки, с радиусом 1,4 и массой 2,22 земной. По мнению ученых, эти планеты из-за близости к звезде вряд ли ледяные или газовые. Они скорее земного типа. При дальнейшем изучении обе оказались рыхлыми и легкими, как сахарная вата. Особенно L9859b, которая при своих невероятных размерах весит примерно вдвое меньше Венеры. Третья же в этой системе, L9859d, найдена дальше от звезды, но чуть уступает по массе своей соседки с показателями 1,94 земной. Вычислив ее плотность, ученые пришли к выводу, что 30% массы L9859d может составлять вода. Нам трудно вообразить столь огромный океан, ведь доля воды в массе Земли всего лишь 0,02%. Четвертая планета L9859e больше, чем внутренняя. Ее масса составляет 3,06 земной. Наконец, пятая планета, которая еще окончательно не подтверждена, расположена на самой окраине системы. И в то же время она при массе в 2,46 земных меньше предыдущей. Но почему именно такие смешанные системы наиболее распространены, точно пока неизвестно. Хотя у астрономов уже много идей. Одна из них гласит, что все зависит от количества и распределения газа и пыли в протопланетных дисках, из которых формируются системы. В зависимости от наличия строительного материала небесные тела могут получаться больше или меньше, а место у звезды особой роли здесь не играет. Также есть версия, что архитектура систем связана с наличием тяжелых элементов – кислорода, углерода, железа и других в самих звездах. Смешанные возникают у относительно небольших маломассивных светил с ограниченным количеством тяжелых элементов. Астрономы открыли как раз больше всего таких звезд, в основном небольших красных карликов. В антиупорядоченных системах все еще интереснее. Их архитектура по сравнению с упорядоченными как бы перевернута с ног на голову. Ближе к звезде расположены большие планеты, а дальше маленькие. Одна из таких систем замечательна еще и тем, что она самая крошечная из нам известных. Астрономы говорят, что этот мини-мир дал им почувствовать себя гулливерами, попавшими в Лилипутию. Главный исследователь Института наук об экзопланетах НАСА Джон Джонсон считает эту звездную систему по масштабам скорее сравнимой с Юпитером и 4 из крупнейших его спутников. Миниатюрный красный карлик KOI-961 в 6 раз меньше нашего Солнца и всего на 70% больше Юпитера. Он тихо кружит по небу вместе с 3 своими планетами. Каждая из них по размеру представляет что-то среднее между Землей и Венерой. Радиус самой близкой к звезде составляет 78% земного, средний — 73% и внешний — 57%. То есть, отдаляясь от красного карлика, планеты уменьшаются в размере. О них пока известно немного. Предполагается, что все планеты расположены очень близко к своей звезде, совершая оборот вокруг KOI-961 меньше, чем за 2 дня. Масса этих небесных тел тоже еще до конца не выяснена, но есть версия, что они каменистые, как Земля. Однако у нас остается еще множество звезд, которые имеют одну планету. Они не попали в систематизацию, которую мы рассмотрели. В то же время некоторые из них заслуживают особого внимания космических путешественников. Нас, несомненно, приведет в восторг Кеплер-16 из созвездия Лебедя в 245 годах от Земли. Она может показаться зеркальным отражением планеты одного из миров, любимой всеми медиафраншизы. В далекой звездной планете 2 светила, желтый и красный карлик. Вокруг них вращается одна планета. Совсем как в «Звездных войнах» на планете Татуин, которая завораживает сразу 2 светилами в своем небе. На планете звезды Кеплер-16 пейзажи, вероятно, не хуже. Ее небо днем озаряет золотистым светом желтый карлик и темно-желтым красный. А двойные звездные закаты и рассветы на Кеплер-16 наверняка такие, что просто не оторвать глаз.
С точки зрения астрономов, все, конечно, прозаичнее. Они говорят, что две звезды уступают по размеру нашему Солнцу, а планета по массе сравнима с Сатурном. Виток вокруг обеих звезд Кеплер-16 совершает за 229 дней. Сами же светила движутся между собой по орбите в виде эллипса и делают полный оборот за 41 день. И все же это достаточно редкая и настолько эффектная звездная система, что в конце концов она вдохновила на художественные сравнения даже ученых. Астрофизик Института сети в штате Калифорния Лоренс Дойл описал движение в системе как зажигательный танец двух звезд, то затмевающих одна другую, то вместе вспыхивающих ярким светом. Время от времени на сцену выходит планета, исполняя свой непродолжительный, но весьма замысловатый пируэт. Наверное, астрономы со временем найдут в небе еще и не такие чудеса. А может, им рано или поздно попадется звездная система как солнечная. И даже не одна. Или, как вариант, мы останемся единственными в своем роде. Что будет лучше? Конечно, жить в уникальном мире приятно, но все же мы давно хотим присмотреть себе второй дом, а главное найти инопланетян. Открытие двойника Солнечной системы, вероятно, намного повысит на это шансы. В своих поисках ученые возлагают большие надежды на космический телескоп ТЭСС, который предназначен специально для наблюдения экзопланет. Для этого предстоит прочесать окрестности в 500 тысяч ближайших к Земле желтых звезд спектрального класса G, оранжевых класса K, красных М, а также около 1000 красных карликов. В отличие от телескопа Кеплера, исследования которого были ограничены охватом небольшой области небесной сферы, ТЭСС видит площадь больше, чем в 400 раз. Он уже отыскал почти 2500 кандидатов в экзопланеты, среди которых мини-Нептуны, суперземли, голые ядра планет, объекты у белых карликов, и вполне возможно, однажды в поле его зрения у желтых карликов ему попадет родная сестра Солнечной системы. Хотели бы вы побывать в подобном мире, похожем на наш и все же совсем другом? Космическим туристам там точно будет что посмотреть.